Темень просто. Какая-то темень. Привет, друзья. Сам компьютер куда-то улетает. Пробуем еще раз. Так работает, нет? Так, вроде работает. Вроде весь дефолт запустился. Посмотрим, что из этого выйдет. Ой, да, звук. Согласен. Тема сегодня фотография. Есть ли будущее? И вообще я хочу с вами поговорить, и чтобы от вас получить обратную связь. Что вы думаете по поводу искусства фотографии? Что вы думаете по поводу, как заработать денег на фотографии? Фавионыч как бы экспериментатор, поэтому много лет уже этим занимается. Может быть интересно. Джон, вам привет. Звук нормально. Все, спасибо, хорошо. А начать я хочу со вступления. В 1988 году отец мой покойный привез с юга нашего Советского Союза, в котором я родился, вот такую книжку. Это «Саймак. Избранная». До этого момента я прочитал очень много фантастических книг, которые известны, но эта книга кардинально меня изменила. Недавно я ее нашел в одном магазине, это же издание, 88 год. Здесь несколько произведений. Почему это связано с фотографией, объясню. «Все живое», роман, «Заповедник гоблинов». Перевод, кстати, фантастически приятный и просто отличный. Дальше повести, рассказы. «Дом обновленных», «Кто там в толще скал», «Изгородь», «Утраченная вечность», «Мираж», «Через речку», «Через лес». У Саймака написано огромное количество книг, издано на русском языке практически все. А я хочу вам порекомендовать прочитать или посмотреть на Ютубе, есть аудиокниги, не роман «Все живое», а роман почти как люди». Почему? Потому что это архиактуально в наше время, в котором мы живем. Саймак, конечно, был избранным. Несомненно, он имел доступ к информации, которую имеют до сих пор многие люди и имели в то время. Они знали, что будет в будущем, прекрасно прогнозировали. И, в принципе, я думаю, что просто владели информацией. В романе «Почти как люди» описана ситуация с теми существами, которые захватили нашу планету. Никакой конспирологии сейчас не будет абсолютно, это чистая наука. Там описано, что с ними было, как они воздействуют, причем тут банки и все остальное, деньги, как они скупали все. Ну и как бы одна из фраз, которая мне хорошо запомнилась тогда, я не знал, почему это будет иметь какое-то значение решающее, ну там такая фраза есть: «Банда кегельных шаров захватила все». Ну вот мы будем сейчас свидетелями, как эта банда кегельных шаров по Саймаку будет дальнейшее существование свое по книжке происходить. Поэтому не буду раскрывать секреты, это связано с фотографией в том числе. Но от вас вопросы, друзья. Что вы считаете? Как можно заработать на фотографии? Имеет ли фотография какую-то жизнь? И по поводу Фавиона. Кто не знаком с Фавионычем, да, я уже говорил. Почему Фавион, спросите у Фавионыча. И мысль создать канал была давно моя. Но вот в 2016 году, после поездки на Крит, кто не знает, я уже четко понял, что я буду делать канал про фотографию. И тогда, воодушевленный такой поездкой в никуда, без всяких отелей, без ничего, взял машину и поехал наугад. Я записал первый ролик. Вы можете найти его, он в шорцах моих есть. Это первый ролик на Крите. Только через год осознание того, что же нужно записывать, а записывать нужно все, сейчас я понимаю, что это влог, пришло осознание создания канала. Да. Тематика была изначально выбрана просто фотография, как некий крючок, зацепка, да, для того, чтобы вещать людям о том мире, в котором мы живем, о тех событиях, которые мы фиксируем на фотокамеру или не фиксируем где-то здесь. Ну и дальнейшие мои поиски, путешествия, да, вы знаете, что путешествие самое важное, впечатление о путешествиях и, собственно говоря, вся жизнь – это игра путешествий. Она интересна, когда вы действительно этим занимаетесь, когда этим интересуетесь как минимум.
Ну и так или иначе все это перетекло в различные уже направления. Все-таки, конечно, я с Шапиком согласен, это хороший блогер из Украины, который считает, что влог – это самый сложный жанр. И все-таки я считаю, что действительно видео про жизнь, видео про подглядывание, как некоторые считают, или мукбанки, да, как люди сидят, едят. Это тоже людям интересно. Поэтому я считаю нужным, тогда уже через какое-то время понял, что расширять рамки нужно. И, собственно говоря, разную тематику, в том числе и кухня, путешествия, ну, какие-то самоделки. Но кто не знает, ролик, который, в принципе, я э, удивляюсь, почему он до сих пор идет. Это ролик, поскольку я инженер по образованию, у меня несколько профессий разных, связанных со связью, с фотографией, с кино, со звуком, со звуковыми системами и вообще с системами как таковыми. Так вот, ролик это был про то, как я чинил с помощью компактной камеры Sony, показывал это. ABS – это антиблокировочная система тормозов Volvo S70 турбовой. Поэтому мне было интересно, почему отказались мои мастера, хорошие знакомые, это делать. Они рекомендовали мне замену. Ну, я посчитал, что это неправильно, и инженер может справиться с любой задачей. Я уже всегда повторяю, что инженер с большой буквы, с хороший инженер, всегда может составить системы, запустить их и настроить. А великий инженер может их отключить навсегда. Вот так я скажу. Поэтому отключать системы и запускать их – это очень хорошее занятие. Почему? Потому что оно тренирует ваши способности, не только набивает вам какие-то навыки, которые им сейчас навязывают, а вы получаете настоящее знание, которое спускается как некое, да, знание, да, витает мысль, да, говорят. Мысль витает, но она витает, она просто не здесь, она спускается. Давайте сегодня устроим этот стрим такой внеплановый, да, хотя вы знаете, что среда по средам в основном я делаю. Раньше это было каждую неделю, сейчас пореже немножко. Но мои эксперименты с короткими видео, посмотрите, кстати, кому интересно, мои 2 коротких видео, которые я сделал про Турцию с дроном в таком стиле. Ну, не знаю, по какой-то интересной причине они, кстати, зашли оба вчера и начинают подниматься потихонечку. Так что, друзья, присоединяйтесь, я сейчас отправлю приглашение. У меня есть канал в Телеграме, кому интересно, чем я занимаюсь. А занимаюсь я тем, что и живу, и путешествую вместе с камерой. За те 3 года, которые существует канал, я познакомился с очень интересными людьми с разных частей нашей планеты. И в поездках постоянно я встречаю людей, которые интересуются фотографией. И у всех разное мнение по поводу того, что же что-то все-таки это такое. И почему не дает покоя никому этот жанр, а с недавнего времени, с появлением сотовых телефонов и смартфонов, все это стало еще интереснее. Почему? Потому что это стало доступным всем. Давайте сегодня рассмотрим, поговорим, зададим вопросы, что же для вас все-таки такое фотография и почему она для вас имеет значение. Или вы считаете, что это наука, это не наука, а это просто какое-то техническое средство, технический инструмент, который позволяет нам что-то, может быть, описать или описать. Сегодня, видите, сегодня я в такое очень необычное время, 12 часов, сейчас будет скоро 12 часов, пушка у нас стреляет в Питере. Кто не знает, я в Питере нахожусь. Так все-таки, что же такое фотография? Это описательная наука или это наука, просто технический термин? И как на ней можно заработать, кроме того, что продавать какие-то фотографии на стоках, да, чем я не занимаюсь и не рекомендую людям это делать. Те, кто интересуется действительно фотографией как наукой. Хотя есть Стебловский блог, есть масса других интересных блогеров, которые продвигают это направление. Но они этим занимаются много лет, все убежали. Все убежали! Ну ладно, я не гордый, как говорится. Посмотрим, что из этого выйдет.
Сегодня у меня внеплановый эфир, поэтому я надеюсь на то, что люди начнут притягиваться, присоединяться к тематике. Рассматривая, изучая вообще тематику фотографии, которая в Ютубе как лучшие площадки для рекомендаций, как лучшие площадки для обучения, для каких-то новых знаний. Ну и я пришел к выводу, что пласт этот настолько широк, что охватить его очень сложно. И поэтому приходится или выбирать какую-то узкую тематику, или же, как некоторые интересные блогеры, сочетать разные жанры, разные виды наук, я бы сказал, или виды искусств. И приходя к этому выводу, раз, два, три, что-то как-то, не, вроде слышно. Вроде слышно, но сегодня вездеход, вездеход как-то по-другому играет. Выбор инструментов. Вот о чем многие говорят, и поскольку мы живем в мире потребления, выбор инструмента как таковой считается во главу угла, что приобретя или используя какие-то инструменты в любых отраслях знаний, в любых отраслях деятельности, вы сможете сразу же стать профессионалом. Вчера посмотрел интересный канал, нашел в Инстаграме девушку, которая тоже живет в Питере. Она занимается, снимает для влогов фотосессии, ну, для Инстаграма, для портфолио, для разных компаний. Но она снимает лайфстайл, так называемый жанр. Она как раз говорила о том, что 4 года назад или 3, когда она начала этим заниматься, что типа никто это не делал, влогеры снимали влоги сами себя, не было таких специализированных фотографов. Ну, она этот вопрос изучала, причем она упоминала о том, что знаний нет по этой тематике, и пришлось учиться именно у блогеров. Вот такая вот была тематика. К чему я это говорю? К тому, что никогда не поздно начать, во-первых, этим заниматься, фотографией. Во-вторых, как она говорит, и многие упоминают, что жанры фотографии, да, нужно выбрать жанр четкий абсолютно. Например, Фавионовичу с детства нравилось фотографировать пейзажную фотографию, да. Кто-то увлечен стрит-фотографией, это, считаю, один из самых сложных жанров, извините, фотографии, где важно четкое понимание момента, предчувствия и те свойства, о которых я говорю, в том числе и моей философии фотографии, что это все-таки живая наука и ни в коем случае не постановочная. Есть постановочные жанры фотографии, которые приносят достаточно хороший доход людям, это портретная, да, портретная фотография. Во-вторых, это предметная фотография, то, что называется в английском варианте продукт фотографии, которая, кстати, в стоках присутствует в большом количестве и позволяет заработать фотографу. Это фотография каких-то мест, ресторанов, гостиниц, всего остального, интерьерная фотография. Ну, я это считаю продуктовой фотографией. Почему? Потому что здесь фотографируются какие-то объекты фиксированные, да, в лучшем свете для того, чтобы продавать это продуктовая, коммерческая фотография. Но жанра коммерческих фотографий очень много. Рекламная фотография, фотография, что еще, подскажите сами. Э, Макрофотография. Интересный жанр, с которого многие начинают, и я считаю, что это хороший старт для начала, для понимания основ фотографического искусства, поскольку все-таки на данный момент существования фотографии это в первую очередь не стереофония, это просто плоская картинка, на которой необходимо показать многомерное изображение. Да? То есть как минимум это трехмерное, ну, некоторым гениальным, которым позволяет уложить туда еще и пару измерений, в том числе и время, и движение. Вот вкратце такой. А что же пейзажная фотография остается? Да? Почему пейзажная фотография, с одной стороны, это вроде простая фотография, простой жанр фотографии, с другой стороны, чрезвычайно дорогостоящий вид фотографии, потому что, ну, можно, конечно, ходить, как Вавилоныч раньше ходил, да, в тех местах, где рядышком поснимать и называть это пейзажной фотографией. Но пейзажи на нашей планете настолько сильно отличаются в разных частях, что для того, чтобы охватить этот жанр, нужно путешествовать. Не только по
какому-то району своего местному, да, ну и убираться в какие-то места, где на картах, знаете, границы, да. Вот границ для Фоминовича никогда не было, так же, как вот интересно, недавно смотрел тоже интервью человека, который описывал, что вот границ для тебя не будет, и ты будешь путешествовать по всему миру. Так оно и случилось с ним. Так вот, почему дорогостоящий? Потому что кроме оборудования, которое требуется с собой брать, о котором я рассказываю на своем канале, это штативы, фильтры, сумки, рюкзаки, специальное оборудование, рейлинги, ну и все прочее. Требуется еще постоянное перемещение самого наблюдателя. Важным компонентом любой системы, самое важное, это наблюдатель. Поэтому это билеты на самолет, это аренда автомобиля, аренда гостиниц, аренда жилья, специальная какая-то, ну, питание, которое требуется постоянно, да, не только для камер, да, но для самого фотографа. Плюс этот жанр, он включает в себе, конечно, как и все остальные жанры, это школы, да, которые фотографы открывают и делают какие-то мастер-классы, еще что-то. На этом тоже могут зарабатывать. Но вы должны понимать, что просто перемещаясь в крупных городах для заказчика, да, даже если вы перемещаете с собой студию в разобранном варианте, некий свет, штативы, все остальное, это одно. Если же вы отправляетесь далеко куда-то, то здесь возникает масса всяких сложностей. И поскольку индустрия проката дополнительного оборудования не так сильно развита, да, когда вы можете в любой точке Земли, куда вы едете, обратиться к какому-то точки, да, где вы возьмете штатив стандартный, еще что-то, ну, налегке отправитесь. Почему-то, по какой-то причине, это не так сильно развито. Но Фавенович это заметил давно, и помните, такие были сервисы, когда люди сдавали свое жилье, да? Сейчас это превратилось в Airbnb, там подобные, когда вы можете через сеть, через интернет, через соцсети найти человека, который живет, договориться и жить у него. Или он сдает вам жилье. Так вот, ух ты, о, какая поездка у меня, друзья. Я сейчас только увидел. У меня два даже винта потерялись в этой поездке. О, два винта. Тут спрашивали про неисправности. Винты выкрутились, надо, кстати, их завинтить обязательно. Таймшер, да, помните, такая была штука? Таймшер. До сих пор она работает, когда вы, ну, таймшер, шер это как бы, что делать? Шерить, да? Шерить. Это распространять. Тайм – это время. Соответственно, человек дает во временное пользование свое жилье. А поскольку вы знаете, что мы движемся в направлении системы или социальной системы, или общества, где все будет даваться в аренду, где частная собственность и любое владение, оно считается не очень хорошим для общества и не очень выгодным для всех, поскольку оно отбирает, ну, ограничивает вас возможности. Потому что одно дело, когда вы должны куда-то ехать и купить для этого дом, да, чтобы там жить. Другое дело, что вы просто снимаете жилье какое-то короткое время, и дальше это жилье работает постоянно, да, или техника работает постоянно, вы ее даете в аренду. И компании, которые арендуют технику, к чему я все это говорю? Да, наконец-таки появились нормальные комментарии, большие, да. Артем Артемов, думаю, будущее фото озвучил Христич. Христич, да, интересный блогер. Будет видео высокого качества, 8К или 10К12. Из этого потока будут просто браться отдельные кадры. Это что касается ближнего будущего. Артем Артемов, я уже говорил, что великий э, философ, психолог Карл Густав Юнг, который я считаю, что один из самых великих психологов и естествоиспытателей, называл это синхронистичностью. Вот в данный момент это происходило. Почему, объясню. Я вчера поставил эксперимент, который я ставил неоднократно, но вчера я осознанно сделал его на площадке Flickr, о котором я говорю. Вы знаете, что я снимаю пейзажные фотографии последние полгода с помощью дрона DJI Air 2S, который очень сильно изменил мое восприятие пейзажной фотографии. Познакомился я с испанцем, человеком русскоязычным, который в Испании, и он как бы сказал, что, ну, друзья, вместо того, чтобы ползать там со своими учениками, я поднимаю дрон и снимаю там, где невозможно зайти ножками. Я полностью согласен, и вчера вот можете зайти на мой фликер, посмотреть крайняя фотография, которая выложена. Она выложена из видеопотока, это выбран отрезок, выбран участок, один кадр, да,
и выложен, обработан в фотошопе, в Lightroom, выложен как отдельный кадр. Я полностью согласен, что видео, собственно говоря, и восприятие человека видео, да, это отдельные кадры, как кадры кинопленки. Поэтому выбирать, конечно, это будет выборка из потока времени. Более того, я уверен, что повышение качества и приемников носителя, и другие характеристики позволяет это сделать легко, абсолютно и безболезненно. Более того, я об этом говорил, что некая будущая фотография я вижу как доступ программный к вот к этим уже носителям, которые везде натыканы по всей земле. И вы просто выбираете эти кадры и можете делать. Да, про Фавион, вы знаете, я начинал канал с этого, и эти 3 года, которые произошли, я записывал несколько видео. Одно из видео до сих пор продвигается, это новый Фавион 1.1.1. Ну, вы знаете, что равнозначный настоящий Фавион Мерил, который задумывался Дигом Мерилом, который основатель этой технологии, покойный, к сожалению, это равнозначное, когда с одной точки пространства вы снимаете 3 цвета, как в пленке. Так же, как и, собственно говоря, наш аппарат ближе всего к этому приспособлен. Так вот, выход в полнокадрового Фавиона 2 года назад озвучивал президент, да, мы все вытащим в полнокадровый, 60 миллионов, все остальное. Потом извинялка была через неделю записана, что не получилось, потому что там нам технологии поменять. Год назад ровно, вот практически в день, опять эта ситуация была такая, что все уже вызвали в характеристики, тоже 60 миллионов, все дела, даже размеры, даже примерно корпуса какие, охлаждение, все дела. И потом через неделю опять. То типа подвели корейцы с поставками. Вы знаете, что системный подход, системный метод, он говорит о том, что ничего случайно не бывает, во-первых. Во-вторых, когда вы видите четко абсолютно какие-то совпадения на самом деле Фавион с 6 лет не верит. Поэтому я могу со своей стороны, со своей колокольни сказать следующее, что, скорее всего, концерн L, в который входит группа Panasonic, Leica и Sigma, которые благодаря тому, что объединили свои усилия, они и выживут в ближайшее время. Да? Этот концерт точно выживет. Nikon, Canon, понятно, что они идут своей дорогой. Компания Sony, я не знаю, не уверен в том, что она в одиночку что-то справится. Компания Fuji тоже. Это личное мое мнение, хотя можно по поводу Fuji поспорить, потому что все-таки ребята нащупали некую грань с блогерами, некую грань, так же, как и F-Stop нащупал с настоящими фотографами, непосредственно обратную глубокую связь с пользователями, и благодаря этому компания процветает, можно сказать. Так вот, Фавион полнокадровый до сих пор не вышел. Что будет этой весной, да, или зимой, да, ну, весной обычно это происходит. Будет ли все-таки выпущена бюджетная какая-то серия со сменной оптики, как обещал нам президент, некое подобие продолжения, он обещал ДП-серии. Вы знаете, что из моих подписчиков множество людей, которые пользуются камерой ДП, и за эти 3 года удивительная вещь произошла и с ценообразованием. Вы знаете, что на вторичном рынке ДП-серия подорожала в 2-3 раза, в 4. И в хорошем состоянии даже на eBay, на аукционах других уже за $500-600 эту камеру давно не купить, как это можно было сделать там лет 5 назад. И за 1000 надо поискать в хорошем состоянии. Поэтому к чему это привело? Привело это почему? Потому что после выхода Quattro из серии, да, где все-таки ячейки объединены немножко другим образом, слои разные по количеству элементов, несмотря на то, что вроде 3 слоя есть, но не симметричные. Это привело к тому, что из моих знакомых, друзей, которые перешли на Quattro, тем не менее, некоторые из них, большинство, вернулось обратно на классический Мерил. Кто-то ушел на зеркало, поигрался с ним, потом все-таки приобрел, расширил линейку ДП, единичка, двойка, тройка. Кто-то выбрал, как Фавион считает, 2 основные камеры, это или двойка, или тройка, или единичка, тройка, кто снимает пейзажные фотографии. Ну, это уклон в сторону. Тем не менее, я не сомневаюсь, что эта технология, конечно, будет использоваться в дальнейшем. Она используется в военной технике, и она будет использована в гражданской или нет. Будет ее расширение с помощью компании Sigma. Я верю, что это будет. Может быть, это, как мы предполагали, будет некий ренессанс в сторону все-таки технологий компании Leica, и получится у них вместе что-то сделать на базе камер Leica. И мы с Виктором как раз давно обсуждали, что проблема матриц, проблема
именно в исполнении лейки, проблемы, которые мы видим с готовыми картинками в новой линейке, в том числе и монохром, я не говорю, что какие-то проблемы. Камеры хорошие получаются, но есть определенные сложности. Мы это видим на примерах Flickr, на примерах людей, которые пользуются, сравнивая с другими марками, сравнивая в том числе с Fovion'ом классическим. Поэтому мы видим, что решение, конечно, есть, несомненно. Это решение лежит именно в плоскости инженерии и никак не денег. Это связано в первую очередь с решением каких-то технических проблем. В первую очередь, конечно, с поступлением света и с увеличением физического размера матрицы. Но поскольку ожидание среднего формата, полноценного, не обрезанного версии, как там два кадра этого фуллфрейма, да, как сделал Fuji, а на самом деле полноценный полный кадр, средний кадр, хотя бы 6:6 или 6:9, существует только в варианте людей, которые энтузиасты, это в Америке, один человек, который делает большие матрицы, даже 13-18 сантиметров. Но, тем не менее, туда деньги не вкладываются и не хотят они это делать. А это самый главный признак. Почему? Потому что борьба вот этих форматов разных, APS-C, это 4:3, это всевозможные вот эти промежуточные стандарты, в том числе и собственный размер матрицы Фовиона мерила, да, то есть привели к катастрофическим последствиям, то, что все разошлись под разные стандарты, и оптика несовместима. Так же, как когда-то компания Apple тоже боролась со своим лайтингом, другие там еще что-то. Сейчас вы знаете, что USB-C победил практически все. И в новых изделиях, в том числе и какие-то изделия даже бытовые, не связанные. Ну, например, вот такие штуки, да, наушники компании Apple, да, зарядное устройство. Мы видим, что здесь внешне похоже, Lightning туда влазит. Но я думаю, что рано или поздно USB-C победит. Также здесь стандартизация, объединение компаний и возможность, например, замечательные объективы Sigma ставить на Panasonic, ставить их на Leica и ставить их на Sony, ставить на другие платформы, она бы, конечно, позволила фотографии двигаться более большими, крупными шагами в развитии именно, потому что вот эти все препятствия, препоны, вот эти шатания, там у каждого свои форматы, это мы видим и в аудио направлении тоже было, да, потом это все-таки решили эту проблему. Вспомните бетакамы, вспомните многочисленные форматы цифровых камер пленочных, да, то есть там был ад кромешный, кромешный ад, чтобы это переводить. Ну, кто застал, это уже молодые люди, застали, например, Blu-ray, DVD и, например, мини-DV кассеты, ну, вы знаете, что мини-DV, у меня есть вот первые блоги, я записывал влоги в начале нулевых, ну, самые первые, это 90-е годы, середина, да, на аналоговые камеры. Но потом уже, когда цифровые появились, у меня есть несколько записей часовых, я хотел их, кстати, выложить, в том числе про фотографию, на мини-DV кассету. Потом что с ней делать? Она же, хоть несмотря на то, что она кобальтовая, все равно через там 5-10 лет это все надо постоянно перематывать, это все слипается. Переводить на какую-то или оптическую систему, на тот момент это оптические диски. Ну какие? CD это мало объем. Соответственно, DVD. Потом появились Blu-ray. Для того, чтобы это сделать, вы знаете, что это файловая система. Если мини-DV это не файловая система, это система реального времени, где наклонно-строчная дорожка записывает в реальном времени как бы видеоформат. Пусть и в цифровом коде. А здесь нужно все компрессировать, компрессовать, да, все эти кодеки, как там MP3, помните, PEG-1, Layer 3, да, сокращенно. Поправьте, если я не прав. Привели к тому, что для того, чтобы просто с этой кассеты переписать, мне пришлось купить там за большие деньги, там, $1000, Sony GS7, по-моему, первый был рекордер, полупрофессиональный, бытовой, для перезаписи в формат DVD. Но DVD-диски тоже, вы знаете, что имеют срок ограниченный, поэтому здесь все это цепляется. Ну вот с появлением облачных хранилищ, да, конечно, все это решилось. И теперь вы можете наблюдать и смотреть, следить за хорошим качеством, просто подключившись к этому облачным хранилищам, в том числе и YouTube проект. Все это хранится далеко от вас. Хотя по старинке многие мои знакомые хранят на жестких дисках, надеются в их святость и то, что они долго работают и очень надежные. Смею их разуверить, потому что у меня был
и опыт, и техническая сторона понимания вообще, как это все хранится, говорит об обратном, что срок хранения на жестких дисках, даже медленных, таких как профессиональные Hitachi, есть там другие технологии, ванадиевые всякие диски, все равно это ограничено во времени, даже не столетиями, это десятилетия, может быть, одно-два. Ну, что говорить про жесткие SSD носители, которые еще имеют меньший цикл, да, или карты памяти. И здесь мы к чему приходим? Приходим к тому, что фотография – это не просто еще наука, а это еще и документальный способ, документальный инструмент для сохранения знаний истории. Настоящая история, о которой я говорю, не которую нам написали кто-то кому-то по каким-то причинам. Вот как нас сегодня понесло. Да, сегодня с горлом. Недельку я лечусь, полоскаю, все остальное, но тоже все это будет хорошо. Так что по поводу Фавиона мы, конечно, ждем выхода его. И тысячи людей по всему миру, которые распробовали этот формат, научились его готовить. Есть, вот мне в комментарии писал или человек, что нет, профессионалы не работают. Я вас могу разуверить, в Италии есть студия профессионально высокого уровня человека, который принципиально снимает Фавиона в студии. Причем этим мерилом, единичкой, да, там масса всяких кастомных объективов. Есть компании, которые переделывают ДПшки на съемные объективы. Это и в Китае есть, и в Европе тоже люди, которые этим занимаются, в Корее. Поэтому сам по себе формат и для людей, которые работали с пленкой, или людей, которые вкусили действительно фавионовский цвет и вообще его восприятие не только в цвете, но и в черно-белом, о чем я говорю, что действительно в варианте черно-белом, в варианте сепия, о которых я записывал множество видео, фавион дает фору не только именитым конторам, да, которые делают камеры, но в том числе и, я считаю, лучшим камерам для черно-белой съемки, это, конечно, Leica. И была цель, Виктор, мы разговаривали по поводу проблем Фавиона в низких освещенностях. 2 года назад я начал делать цикл про VPS секретный режим. Это Real Picture Mode, так называемый, да, с объединением ячеек. Я записывал, получил массу хейта, комментариев, но тем не менее цикл прошел. И на 800, на 1600 этот режим позволяет снимать при низкой освещенности и позволяет получить очень объемное изображение благодаря тому, что света собирается больше, чем одним элементом. Ну, а в данном случае Фавиона тремя. То есть объединяются ячейки или 2 на 1, или 2 на 2. Разрешение падает, о котором все разрешат, да, говорят, но разрешение фотографии не, вы знаете, что не самый важный пункт. Об этом я буду записывать отдельно еще какие-то ролики, а именно глубине изображения, о динамике, о динамическом диапазоне самой и матрицы, и самой системы, куда включается объектив и все остальное. Поэтому эти фотографии зацепили, люди их действительно впечатлились. Так же, как впечатлились, группу я создал где-то года полтора-два назад, Сепия, да, на Фликере. И я сейчас дошел тут недельку назад, и она полностью открытая была, я не стал ее закрывать. Посмотрел, там уже несколько, по-моему, десятков человек, участников, выкладывают разные фотографии, в том числе и пейзажные. Кстати, по поводу Фликера, для людей, которые только интересуются, еще начинают какие-то путешествия по фотографии, я рекомендую эту платформу как лучшее для развития себя как фотографа. Обучиться у мастеров, увидеть на примерах их работы, получить глубокую обратную связь, потому что люди, которые там присутствуют, они доброжелательные, хейта там никакого нет, он карается сразу же, да и в принципе его там нет. Попытки какой-то хейт сделать среди там славянских некоторых блогеров, я это видел, конечно, и наблюдал падение их очень быстро, в течение там 1-2 дней. Поэтому это не токсичные русские форумы, российские, да, или там других каких-то платформ Украины, еще кого-то. Токсичности там нет, поэтому она пресекается. Что касается рекламы, да, которую тоже там пытались, она настолько редко там появляется, потому что банится нещадно сразу же. Люди, которые работают в Фликере, они, конечно, делали платформу в первую очередь для фотографов, не для видеографов. Ну, хотя иногда вот есть такой известный и блогер, и топ-фотографов мира, Казге, я не могу выговорить фамилию, но кличка его в интернете – это фототрипер. Он путешествует, он же входит, по-моему, в эту четверку F4 американских фотографов, где Томас Хиттон, Адам Гибс,
У него очень продвинутая работа видео, у него там несколько миллионов подписчиков, даже не сотен тысяч, как у Хита на 700, там, а миллионы подписчиков. Он ведет свои курсы по видеоблогингу. Он недавно выписал такое шутливое видео по поводу Фудзи камер. Камера Фьючи, Фудзи обыграл так интересно. Ну, я решил тоже. Я редко выкладываю видео, но вот ролик, который я собрал, такой быстренький, минутный, я его решил выложить во Фликере. Ну, набрал нормально, он там под 300 человек посмотрели. Я его никаким образом не продвигаю. Тем не менее, это один из способов работы, продвижения вас узнаваемости. То же самое я могу сказать про Инстаграм. Несмотря на то, что я на площадке Clubhouse, когда провел в марте, в апреле месяце, больше месяца, много-много часов познакомился с разными людьми, и вот, общаясь с людьми, которые занимаются продвижением Инстаграма, я могу сейчас подтвердить, что действительно фотографии в Инстаграме не работают. Работают только рилсы. Это такие коротенькие ролики. К этому же идет и другие платформы. Вы знаете Twitch, вы знаете TikTok, кто этим пользуется, да, но вы должны понимать, где клиент и есть ли там ваши клиенты. В этом плане я могу сказать большое спасибо и действительно вдумчивое отношение это платформа YouTube, которая пошла совершенно своим путем. Она разделила и с платформой обновления на iOS, которая вышла вчера, позавчера, которая поставила 15-я версия, и платформа Flickr тоже обновилась, теперь это все разведено, YouTube разделил. Теперь 3 отдельные вкладки. Это обычное видео, трансляции и не рилсы, а шортс, короткие видео. Я тоже не ожидал, что шорты могут какую-то принести пользу для фотографов, для того, чтобы как-то, может быть, расширить свою аудиторию. Но это так, это работает. Почему? Потому что не все могут внимательно долго слушать Фавионыча. Кто-то 30 секунд что-то быстренько получить, информацию и убежать. Я понимаю, что это имеет отношение к восприятию человека, об этом профессор Савельев говорит, про клиповое мышление, про вообще ускорение восприятия и про такое смещение. Это связано, конечно, с образованием, в котором можно там очень долго разговаривать, куда она идет, что она прививает, какие она дает знания или навыки. Но нас интересует, друзья, как заработать с помощью фотографий. Поделитесь опытом, что вы считаете наиболее интересным для ближайшего будущего. Где же все-таки лежит это? Не сомневаюсь, что классические какие-то способы, которые были многие десятилетия фотографий, это выставки, это продажа просто своих фотографий как в рамочном варианте, да, по выставкам ездить, возить. Это все ушло в древность, можно сказать. Ушло в древность приблизительно 10 лет назад. Сейчас в древность ушло в том числе и просто туда, куда-то идти в какие-то школы, показывать что-то и пробивать себя через каких-то мастеров. Я считаю, что это тоже ушло в древность. Потому что платформы цифровые, которые получили миллиардные вложения и получили миллиарды людей доступ, позволяют это сделать вот так. Важно уметь этим пользоваться. А вот здесь самые большие сложности. И Фавионыч с этим столкнулся, потому что по большому счету, знаний каких-то полезных, бесплатных в интернете на эту тематику 5 лет назад не было. И приходилось через свои какие-то ошибки, так же, как и циклы, которые делал про Flickr. Изучая эту платформу, я столкнулся с тем, что в русскоязычном пространстве ничего нет про то, как работает Flickr, что с ним делать, как вообще расти на нем, что работает, что не работает. И десятки, сотни, тысячи часов, которые я там провел, вылились в серию роликов, которые сейчас люди смотрят. И я очень благодарен людям, которые присоединились к моему каналу и присоединились в том числе к цифровой платформе Flickr, которые увидели, как это работает. Каждый сам для себя нашел, какая часть Flickr ему интересна. Это какие-то ивенты, это для кого-то просто посмотреть, как люди снимают, кто-то берет оттуда какие-то, даже не уроки, а какие-то навыки действительно полезные. И я все-таки акцентировал бы ваше внимание, если кто-то ищет свой стиль и пока еще не понял, какой жанр ему близко, и этот вопрос я задавал тоже себе многократно. Flickr дает ответ на этот вопрос. Дает очень простым способом, это обратная связь людей. Могу сказать, что взгляд со стороны всегда лучше.
в любом направлении, даже вот звук голоса, да, для того, чтобы записывать себя, первое, с чем сталкивается любой видеоблогер, с тем, что его голос, он не такой, как он привык слышать через свою коробку. Она искажает, поскольку я повторяю, да, кто знает, что специфика аудиосистем заключается в том, что одной из основных компонентов системы является, ну, если говорить о закрытых помещениях, да, если говорить о каких-то ограниченных объемах наушников, это оформление наушников. Ну, знаете, открытые, закрытые и подобное. Но мало кто знает, что есть еще строение различные у каждого человека в самого наружного уха, так называемого, не только внутреннего. И это накладывает определенные ограничения восприятия. Кому интересно, можете посмотреть мой ролик про, ой, как он называется, про наушники, которые были изобретены в Советском Союзе. Посмотрите ролик «Загадка 72 года», найдете его в моем списке. А, Слухофильтр он называется. 500 экземпляров их было выпущено, один из экземпляров у меня есть. Это удивительное устройство, которое, одевая на голову, вы можете слышать свой голос таким образом, как он в действительности есть для окружающих. Удивительно, что до сих пор никто не повторил эту штуку, ни китайцы, никто. Современные платформы, которые позволяют это делать, это с обратной связью, это железки, которые стоят больших денег. Ну, а слухофильтр, по-моему, стоил 5 рублей, что-то такое. Ну, тоже не маленькие деньги по цене фотоаппарата, можно сказать. Да, посмотрите ролик, если кому интересно. Что же касается ближайшего будущего фотографии. Мы видим, что с введением локдаунов, введением ограничений по посещению, которые ограничения распространяются все больше и больше, строятся какие-то специальные дорожки в лесах, в парках, чтобы мы не сходили с этих дорожки, не причиняли вред природе. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это находит массу ограничений для перемещения в пространстве фотографа. И в этом плане отдельно можно рассматривать такое интересное сейчас время, когда дроны еще летают свободно, да, и можно на них делать какие-то кадры, но я уверен, что это время ненадолго. Так же, как роща, куда мы ходили с Павлом Мартом, кто смотрел мои выпуски, с другими блогерами, фотографами, этого леса уже сейчас там нет, его вырубили. Поэтому чем больше человек задумает, что я с понедельника начну заниматься этим, следующий год там, или там, с месяца, тем возрастает вероятность того, что вы этим не будете заниматься по независящим от вас причинам. Вы уже когда соберетесь, уже будет поздно. Так же, как произошло с камерами Foveon DP-серии. Да, тот момент, когда можно было ее купить за $1000, когда она вышла, потом они упали, там новые за 600 продавались, ну а сейчас за 600 уже ничего не купить. И за 1000 тоже. Поэтому удорожание всего, удорожание материалов, труда человеческого, усложнение, упрощение образования и уменьшение количества людей, которые сейчас стали что-то головой что-то делать, придумывать, ну, оно приводит к всеобщему удорожанию. И кратное удорожание, о котором в Hi-Fi люди знают, старые модели акустики итальянской, например, Sonos, да, там, выросли за 20 лет там, в 20 раз, там, некоторые в 50. Ну, когда люди говорят, что такого быть не может, что вот и пластинки примером хорошим являются, да, Pink Floyd первых прессов, ну, вот знаете, кто меня смотрит, кто этим занимается, мои друзья, стоимостью десятки тысяч долларов за пластинку уже никого не удивляет. Хотя людей, которые в этом не разбираются, они говорят, что да, действительно, да, надо модеров, но будем модерировать пока сами. Так что вот. Модеры. Ну а что вы думаете по поводу этого всего? И насколько вам интересно этим заниматься? Или вы считаете, что это ограничено должно быть телефонами обычными? Несомненно, все, что связано с телефонами, будет развиваться. И вы знаете, что я снимаю свои влоги, в том числе на телефон. Иногда использую компактную камеру.
Тем не менее, интересы и развитие видеокамер привели к тому, что появились действительно фантастические камеры. Я хочу упомянуть объектив, который недавно показала компания Sigma. Это объектив переменным фокусным расстоянием 18-50, который ставится на АПС аппараты. Можно поставить. Это действительно объектив сделан специально для блогеров. И вы знаете, что для этих целей же Фавионович разрабатывал вездеход. Ну, сейчас это устройство уже существует в разных вариантах, и уже компания Rhodes назвала его там Vlogger Key, так называемый. Но, тем не менее, все витает, мысли одновременно появляются, как у Теслы по всему миру, да, и потом это все получает свое развитие. Да. Вот такие вот образом. В воскресенье никто не хочет смотреть трансляцию, поболтать. Ну, давайте поболтать. Зайдем, поговорим про фотографию. Давайте поговорим про какие-то жанры, которые, может быть, вам интересны. Или кто-то расскажет свои истории. Про жанры фотографии. Отлично. Давненько я не записывал видео про Фавион, про его секреты. И это не значит, что этого не будет. Я просто посмотрел статистику. Я постоянно смотрю каждый день и не один раз. И могу сказать, что действительно заходит. И не только по DP-камерам, по Quattro серии, по программному обеспечению. Я знаю, что люди пользуются иногда старым программным обеспечением, не знают, какие возможности дает новый софт. Ну и вот какие-то вопросы по дополнительным аксессуарам. Я записывал не один ролик по этой тематике. Вы знаете, что крайнее путешествие, которое было в Турции, я использовал, и в том числе до этого, но новый фильтр, который я протестировал, считаю одним из лучших фильтров для работы с не только поляризационными какими-то особенностями, но и с туманом, и с сохранением баланса цвета, расширением его в фиолетовой области. Это Rodenstock, который, я надеюсь, многим понравится. И, может быть, у кого-то будет возможность потестить, обязательно возьмите эти фильтры, попробуйте. Также я рассказывал неоднократно показывал работы оригинальные Sigma поляризационные фильтры, которые я использую. Ну, в общем, эта тема такая, она обширная. Она подразумевает, что вы этим интересуетесь. Дополнительные аксессуары в виде рюкзаков, сумок, всего остального – это, конечно, необходимый минимум для путешественника, для фотографа. И несмотря на то, что я вот смотрю иногда на людей, которые используют обычные сумки, где-то примерно больше года назад я записывал несколько видео про решение этой глобальной проблемы для всех женщин, для фотографов, для девушек, для вообще всех, кто привязан какими-то теплыми чувствами к родным каким-то своим любимым сумкам. Могу сказать, что решение есть от компании F-Stop, это ICU, Universal камера UIT, так называемая ICU. Insert камера ICU. Insert камера Unit. Это специально такие коробочки из мягких материалов, которые могут переноситься на ремнях. Это параллелепиды такие разных размеров и могут вставляться в любые сумки абсолютно. Есть еще одна компания, которая делает такие устройства, несколько даже. Но выделяется, конечно, две. Это Shimoda и F-Stop. Наиболее интересные по конструкции все-таки, я считаю, F-стоповские, несмотря на то, что люди, которые используют и Shimoda, используют и шимодовские тоже. Но решение это действительно избавляет от
масса головных болей, а те, у кого большое количество техники, и недавно была фотография такая интересная в Инстаграме на стопе, где у человека шкаф размером где-то 2 метра высотой, и там несколько десятков этих юнитов, огромное количество, потому что если человек путешествует и имеет огромный парк оптики, он просто может взять один кейс с собой, не перекладывать 100 раз, как делает Фавионыч, сразу вытащить кейс с объективами для конкретной жанров, и все. Поэтому в этом плане, конечно, решение всегда есть для этого. Да, сегодня у нас сегодня у нас уже множество каких бы этих. Ну, это признак развития канала. Кстати, друзья, я призываю вас подписаться на канал, кому действительно интересна моя личность, мое направление. Для чего объясню? Для того, чтобы я смог и дальше, во-первых, эту тему развивать, не только эту, а самое главное, чтобы я мог выходить в эфир с мобильных устройств, потому что сидеть просто с макбуком привязанным, да, я не имею возможности вести трансляцию, как только в платформе Instagram, которую я не люблю. Я хочу это делать на YouTube. Поэтому, поскольку у меня нет 1000 подписчиков, а после 1000 подписчиков только я смогу это делать. Еще один шаг в сторону блогеров сделал YouTube недавно, когда опустил планку возможности появления вкладки сообщества. Раньше это было тоже 1000 человек, теперь 500. Я надеюсь, что, может быть, YouTube решится все-таки опустить планку вхождения в вот эти возможности, расширенная и статистики, все остальное, до 500. Но пока мне планку это никак не пробить. Несмотря на то, что количество видео уже приближается к 500, которые я сделал за 3 года. И надеюсь, что все-таки десяток видео там оказался полезным для вас в том числе. Ну и общаясь с блогерами разного уровня, в том числе и с теми людьми, у которых сотни тысяч, посмотрев мой канал, они сказали, что, в принципе, главное не останавливаться, ну а совершенствоваться, получать какие-то новые навыки и получать больше понимания, как это работает, и совершенствоваться и в качестве, ну, со временем все это будет. Но поскольку мой эксперимент принципиально без каких-то продвижений за деньги, я это делаю так же, как Стас Быков, без денег, да, поэтому я считаю, что это должно быть на органике все. И весь смысл этого, я считаю, у Ютуба как раз органический. Может быть, я ошибаюсь, может, вы скажете, что нет, я слишком многого хочу, нужно просто заплатить денег, и вас поднимут. Не знаю, я не готов на это. Про это как-то так, мое мнение вот таково. Кто будет смотреть меня в записи, если дойдет до этого времени, хотя думаю, что очень мало людей, которые дойдут до 52 минут, тем не менее, я хочу от вас получить обратную связь, что вы думаете по поводу будущего фотографий, какие камеры вы используете, какие камеры вы считаете плохими действительно, какие фотокамеры вы считаете выдающимися, сделанными когда-либо, или вы хотите вернуться к этим камерам, по каким причинам, да, ну, как Фавионыч, Киев такая камера, да, или Контекса. То есть для кого-то это может быть Феды, для некоторых людей это может быть Зениты, да. Ну, Зенит у меня был, через полгода, вы знаете, я его продал и считаю, что эта камера барахло. Тем не менее, камера, например, смена символ, смена 8, я считаю выдающимся до сих пор. И показатель 20 миллионов, книга рекордов Гиннесса – это самый простой ответ на эти. Люди, которые говорят, что эта камера плохая, снимает она плохо и работает плохо, есть лучше, скорее всего, этой камерой не пользовались или не умеют пользоваться. Ой. Ну ладно, друзья, давайте я пока схожу за чайком, у меня он здесь рядом, а вы придумайте вопрос хороший. Придумайте вопрос про фотографии не только. Про путешествия, может быть. Или про лимонады, новые рецепты лимонадов, которые я привез из разных стран, да. Вы знаете, что я использую имбирный лимонад. А вчера, кстати, открыли интересный мед. Я его делаю сам, но, оказывается, вот есть компания, которая выпускает такие штуки. И они продаются, вы знаете. Вот такой. Этикетки выкинул. Это имбирный мед с имбирем, а это с розой. По-моему, насколько помню, с клубникой.
Для горла полезно. Ну, вот такое сегодня воскресенье. Я решил сегодня выйти и посмотреть, что это будет. Да, тут веселая, 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 да, очень веселая. Да, ну, в этом плане, конечно, сама система YouTube, она, конечно, интересна, потому что уже есть, во-первых, механизмы, роботы, которые все это отслеживают. Ну, во-вторых, если и сыпется такой спам, я думаю, что, наверное, о чем-то говорит. Наверное, о чем-то говорить. Да. Ну, а поскольку это роботы, да, вы знаете, программно, но любой робот имеет лицо. Помните, как в книге «Я робот»? Там тоже было лицо. Поэтому система, она работает в нескольких измерениях, не только в плоских, да, в объемных, но еще и во временном измерении. Поэтому отмотать 10 лет спустя на вот эти все события, этой системе не заставится даже секунды. Это будет доли, миллисекунд. Поэтому и найти источник, я говорю, что в любой системе, кроме наблюдателя, вторым является источник. И не всегда источником является сам наблюдатель. Бывает, что источник находится выше него. Поэтому интересно, интересно, конечно. О, Сергей, привет. А я сегодня в эфир решил в воскресенье выйти. Поговорим о фотографии, о возможных вариантах развития фотографии, как зарабатывание денег. Про Flickr тут поговорили, что это платформа для всех разная, кто-то что-то нашел. Ну и меня тут тоже люди атакуют иногда вопросами про камеры серии Мирил, особенно ДП. И как раз вот я думаю, что Сергей тоже может свою какое-то выразить мнение, что в них такого есть, чего нет в других камерах. И есть ли какие-то конкуренты, как говорят менеджеры, да, есть ли какие-то особенности, есть недостатки какие-то, да. То есть меня тут спрашивали многие про недостатки камер, мерил, про неисправности, да. Ну вот я показал сегодня, у меня с этой поездки я в том году один винтик потерял, видите, два винтика вылетело. То есть настолько было давление внутри камеры эмоционально сильное, что она даже винты теряет сама. Надо приклеить их, завинтить. Ну, кстати, через винты обязательно надо это решить, потому что через винты попадает пыль на матрицу, да. И основная проблема, почему я не люблю зеркальные камеры, вы знаете, со сменной оптикой, потому что пыль. Для этого есть, конечно, липучки всякие, но пыль все равно она такая. Как помните, Де Ниро говорил, пыль это же из человеческой кожи. Поэтому прежде чем пригласить какого-то друга к себе домой, подумайте, кого вы приглашаете. Или помните, четвертая, по-моему, часть «Восставших из ада», когда они на космический корабль прибыли, и там все в пыли, и там в труху все люди. Так что пыль – это, да, человек. Человек – это пыль. Что нового в Explore? Я не записывал тут видео по конкурсам, но могу сказать, что Flickr в этом году, конечно, расщедрился. И благодаря конкурсам Фавионовичу удалось набрать в этом году рекордное количество Explorer. Я иду на рекорд. Цифру я уже говорил в одной трансляции. Даже разыграю какой-то приз интересный для тех, кто угадает, сколько же Эксплоров будет в этом году. Если учитывать, что минимальная дистанция Эксплора возможная, это 16 дней, ну, посчитайте, сколько максимальное количество фотографий может человек набрать в год в Explore. Да, кстати, кто не знает, что такое Flickr Explore, ну, зайдите на мои ролики в плейлист Flickr, посмотрите, что это такое. Что такое 500 фотографий лучших со всего света, каждый день выкладывается. И вообще, что такое Flickr Explore. Пишется вот так.
Лор. А мы сегодня о разном. Мы сегодня о Сайме, как говорим. Это вот книжка, которую в 88 году мне отец привез, в которой очень много интересного написано и про будущее, и про нынешнее уже настоящее. И описано в том числе художественным языком мир, в котором мы практически уже живем. Сергей, кстати, напиши, тебе видны вот эти комментарии спамовские? Или то, что я их заблокировал, они не видны уже только мне одному? Или все-таки они висят здесь? Я тут модерирую, как модератор уже работаю. Хотя я заблокировал, но все равно по каким-то причине они высыпаются. Не думал, что я когда-то до этого дойду, что у меня будет на канале потребуется модератор на трансляциях. Да, друзья, еще к вам вопрос по поводу света. Я тут увидел, что мои старые трансляции тоже стали смотреть. И, ну, надо свет делать, друзья. А поскольку у меня квартира небольшая, у меня есть только одна комната или кухня, где я сейчас вещаю, поэтому надо будет делать какой-то мобильный свет. Ставить софтбоксы сюда, делать какое-то вместо стены какое-то пространство. И вот ваше решение, как это можно сделать в однокомнатной квартире, если у кого-то опыт сделать свет. Заехал, друзья, в отличный салон, в котором я работаю, Triumph Audio. Они нашли такие интересные светильники, которые на магнитах крепятся, делается такая арка, и они могут ползать там в разных частях, двигаться на магнитах. Я удивился, что такая штуковина есть, оказывается, китайцы такое уже делают. Видны, это успех. Видны, да? Я понял. Ну, пускай видны, ладно, дальше потом что решим, что мне сделать. Это, наверное, скорее всего, может быть из-за того, что суббота-воскресенье они вешают такие штуки, да? То, что типа народ будет в субботу-воскресенье заходить на трансляцию, они тут такую хрень будут показывать. Блин, по идее должно быть заблокировано. А как это делается? Заблокировать, заблокировано, да. Странно. Ну, не знаю, может, она, конечно, в записи будет видна. В записи, может быть, не будет видна, уже заблокирована. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет. Или все-таки видны это Explore и успех это Explore? Вообще, само по себе наличие канала, наличие того, что мы с вами сейчас общаемся, это говорит о том, что действительно мир изменился, и возможность передачи здания непосредственно в реальном времени, это, конечно, огромный плюс, я об этом даже мечтать когда-то не мог. Да и просто обсудить какие-то вопросы, да. Моя поездка, например, крайняя в Москву, она тоже дала почву для размышлений по поводу обуви, снаряжения, всего остального, какие-то ограничений. Моя поездка в Турцию тоже, например, открыла для меня, что есть определенные рамки ограничений, в том числе и f-стопа. И у меня инсерт поехал f-стоповский, там причем несколько даже, по-моему. Да, большой, маленький. А в качестве сумки была выбрана Loewe Pro. И я могу сказать, что аналогов-то в принципе ничего нет. Поэтому вот этот слинг, который позволяет касаться к телу человека только одной точкой, а не плоскостью, это вот замечательная сумка от Loewe Pro Passport Sling, который сделал то ли кореец, то ли еще кто-то дизайнер. Фантастический человек абсолютно. И вот до сих пор и Виктор пользуется. Я думаю, что, может быть, кто-то из вас тоже знаком с этой сумкой. Совершенно удивительная по универсальности. Можно ее расширять какими-то аксессуарами. Там есть быстрый сброс ремня. И ремень, кстати, вшит, он никогда не отцепится. Ну, я про нее записывал не одно видео, я думаю, что, может быть, еще запишу, потому что какие-то секреты именно этой сумки использования, я думаю, что, может быть, кому-то будет интересно. Я тут простыл, у меня горло, температуры нет, горло болит. Я тут народными способами рассказываю тут про меды всякие, сбитые. Ну, лимонад, вы знаете, кто смотрел мое видео, там волшебный лимонад с имбирем и с лимоном, с лаймом.
Расоник сегодня не подключился к нам, но, может быть, подключится позже. Он говорил о том, что можно добавлять еще алоэ, кстати, капать как-то. Закапывать, ну, не в глаз, а и не в объектив. Да. Как заработать денег фотографу? Какие мысли или какие-то пожелания, да? Что вы видите в разных жанрах? Портретная фотография, пейзажная фотография, какие есть ограничения в заработке или просто кто-то по простому пути? Все в фотостоке. То есть я не буду зарабатывать, будут зарабатывать платформы на мне, Shutterstock, там подобные всякие Adobe, а я буду за копейки, там за 2-3 цента ставить, ездить там по всему миру, фотографировать, за центы выставлять, а они будут на этом миллионы зарабатывать на моих фотографиях. Тоже такая мысль есть у многих, и гоните эту мысль, друзья, вы о чем сказать, гоните. Так же, как люди, которые делают систему за 5 копеек, и потом плачут, что у них нет денег, мы там за 5 копеек готовы ездить, там все делать, настраивать, подключать, и плачем, что у нас нет денег. Ну, вы сами выбрали свой путь. У человека могут распоряжаться только одним – выбор делать. О, правильная мысль. А еще вот сказка «Быль», которую мне рассказал мой друг еще давно, лет 20 назад. Если у тебя есть друг, хороший друг, у которого много времени и много денег, купи ему фотоаппарат. У него будет ни того, ни другого. Вот примерно так. Так что, Сергей Алексеевич, я согласен. Согласен. Как заработать? Продать фотоаппарат. Встречал, кстати, фотографов известных тоже, и в интернете они это рассказывали тоже. Все, фотографии завязал. Это отвлекает и не позволяет. Это хобби. Все. Давайте остановимся на этом. Хорошо. Может быть, канал переименовать. Фавиолыч и его хобби. А как, кстати, во множественном числе хобби? Давайте, знатоки. Хоббя или хоббию. Или это все не склоняется? Не спрягается, не склоняется. Не запрягается с жизнью реальной. Хобби. Хоббитом стать можно. Фавионычем хоббитом. Да, кстати, Сергей, у тебя когда-нибудь про неисправность зависала вот эта штуковина? Потому что я это уже не считаю как неисправность, я считал, что это программный недостаток, не механический. Вот когда ты переключаешь, вот здесь вот крутишь, а у тебя, видишь, диафрагма иногда выставляется, иногда нет. Вот это, наверное, задача такая интересная. Является это недостатком программным или недостатком именно датчиков, которые там стоят? Так что, может быть, это является неисправностью. Ответьте. Но я, поскольку знаю, что у многих такая штуковина, я уже к ней привык, и благо здесь дублировано еще вот этими штуками можно двигать, поэтому я, во-первых, знаю, как этим пользоваться с помощью вот этой штуковины, ну и можно запрограммировать, здесь быстрые кнопки, здесь можно режимы. Вы, кстати, пользуетесь программными режимами, имеется в виду, какие-то кнопки программируете в Sigma или нет? Так же, как с пультами, да, люди там знают программируемый пульт, но они никогда его не программируют. Они просто считают, что он сам должен работать без инженера. То есть вы его купили, он сам все может. Он знает ваши телевизоры, ваши Blu-ray, ваши Apple TV, ваши сервера, и все как бы PlayStation или там не PlayStation, новый, кстати, хороший сейчас платформа, мне понравилась, новый этот Xbox. Там, кстати, звук намного лучше, чем в PlayStation, хотя раньше было наоборот. Принты, продажа принтов или просто ездить снимать блогеров. Подумайте, может быть, это ваше, может быть, действительно вы знаете, что на это можно заработать. Или снимать какие-то картинки, предметная фотосъемка, да, неоднократно мне тоже приходит, поступают какие-то по почте просьбы что-то обработать, что-то исправить. Но в этом случае я должен понимать, что если изначально, грубо говоря, с говна конфетку не сделаешь. Если человек плохо снял, с нарушениями грубейшими фокусировки, потому что коррекцию света и тени можно сделать, но если неправильная геометрия, тоже можно поправить. Но если изначально связано с неправильным вообще point of view, точкой съемки,
то это весьма печально. Хотя современные нейросети, нейроалгоритмы, они позволяют и это корректировать. И небо вставить в алмазах, да, и прочего всего разного. О, мы час вещаем уже. У меня на обоих так. Это на всех ДПМ, пока я не прочитал про эту особенность. Да, я, честно говоря, тоже не обращаю на это внимания, не считаю, что это недостаток именно. Это, скорее всего, все-таки недостаток программный, потому что она появилась, эта штуковина, как только я поставил, по-моему, новую версию, до этого все работало нормально. Ну, может быть, мы напишем поддержку, и, может быть, они исправят это. Мне кажется, просто за то, что увеличилась скорость работы самой камеры, действительно увеличилась. Может быть, эта скорость повлияла на вот эти режимы переключения. Но на самом деле нет идеальных фотоаппаратов, вы это прекрасно знаете. Вне зависимости от того, что это у вас там, графлексы, или там альфы последние, или еще что-то, или там Hasselblad там. У каждой камеры есть недостатки, они есть критичные, есть недостатки не очень критичные. Это я считаю не критичным недостатком, просто потребует подстроить ваши работы. Так же, как отсутствие видоискателя, да, в этой камере. Это решается покупкой внешнего видоискателя. И мы с Сергеем как раз говорили об этой теме. Я тоже этим вопросом задавался лет 5 назад. Нашел Voigtlander, отличный видоискатель, но тогда это было 15 тысяч рублей. И когда на момент еще камеру можно было за 20 купить, что-то как-то не очень хотелось за 15 покупать видоискатель. Сейчас ценник, в принципе, стандартный, поэтому за 10-15 можно купить хороший. Или если кто-то хочет сэкономить, можно купить советский видоискатель, который на 85 миллиметров выпускался. Его можно купить за 300-500 рублей. Он великолепно справляется, точность его достаточно высокая. Эти 10%, которые там обрезаются, вы видоискатель видите просто меньше, чем есть. Все. Это для экстремальной съемки в ночных помещениях, в ночных условиях или в условиях, когда очень яркий свет, как в этом году я ездил в Турции, эта штука спасает. Ну и я уже записывал, кто смотрел мое видео «Школьник и шкальник», где я про это впервые начал говорить. Это с низкой точки зрения, когда у вас нет возможности поставить на штатив, или вы снимаете просто с земли, с бревен с каких-то, вытаскиваете, ну, здесь у меня, видите, уровень стоит, очень полезная штуковина для таких типов, если у вас нет видоискателя. А в лучших вариантах вы вставляете сюда оптический видоискатель, ну и если он угловой, кстати, вы не знали, но в советское время выпускался угловой видоискатель, который позволял вот так смотреть, как зеркало. По принципу камер 6 на 6, 6 на 9 немецких, где были вот эти угловые видоискатели, это гармошечные камеры, так называемые, типа фотокора. И Zeiss, вы знаете, я записывал видео про камеры Zeiss, которые у меня тоже есть. Там в старых вариантах есть вот такие угловые видоискатели. Я даже хотел китайцам дать задание, чтобы они разработали такой видоискатель. Это было бы очень удобно для стрит-фотографий. Когда у вас на поясе камеры, вы смотрите вниз, никто не воспринимает, что вы там снимаете. Вы смотрите вниз, но никто не знает же, что ролефлексами так всю жизнь снимали. Или угловые, например, перемещающиеся сбоку, да, то есть вы держите камеру так, ну или там с угла снимаете. Ну, понимаете, о чем речь, кто в теме. Это на самом деле рынок не исследованный и не заполненный, поэтому такие пустоты есть. Так что вот такие где-то мысли по этому поводу. Но по поводу продаж фотографий, можно попробовать, кто имеет опыт, через Инстаграм продавать фотографии. Благо платформа это дает возможность оформить в Инстаграм и продавать уже готовые распечатанные работы или в оформлении, как я это делал, в музейном оформлении. У меня ролик был по этому поводу записан. Или просто вы с цифровыми рамками даете, и человек уже не запаривается сам с рамками, с оформлением музейное, не музейное, багет такой, багет стекло, стекло надо, стекло нет. Ну, собственно говоря, это на свой страх и риск. Это в любом случае дает вам больше творческой энергии, во-первых. Во-вторых, вы это пройдете через этот этап и, наверное, скорее всего, будете понимать, что человек, который хочет купить работу, действительно, он не будет заморачиваться с этим, он скажет, что вы сами все сделали, оформили под его интерьер и продали конкретно уже в оформлении. Поэтому это совсем другие деньги, это уже не центы и даже не доллары единицы. Поэтому это нормальные деньги. Есть люди, с которыми я общался, они не заморачиваются, они выпускают календари, да, выпускают календари, продают их через Amazon, через интернет, через свой сайт, если вы создаете. Опять-таки вопрос сайта, да, у меня сделан сайт на SmagMag, это смежная, это, собственно, владелец компании, в том числе и Flickr, крупнейший, самый старый сервис фото вообще
Он с этого и начинался, еще не было Инстаграма, он уже работал. Так вот, повисев я 2 года, результаты по продажам были абсолютно нулевые. Результаты продвижения с Магмага на тот момент ничего мне не дали. Я все-таки отказался от Pro-версии, не стал платить там годовой взнос. И считаю, что попробовал, кстати, LuxArt, по-моему, еще есть такая, тоже там повисел, мне не понравилось. Поэтому я остался на Фликере. Во Фликере, кстати, если вы не знаете, есть компания английская Loxley, да, которая осуществляет тоже печать. Ну, я живу в Питере, у нас есть замечательный Photo One. Это группа, которая вошла в группу «Яркий мир», но, тем не менее, там работают мегапрофессионалы студии. И, кстати, одна из лучших студий в мире и по печати на очень большие форматы. Это форматы даже вплоть до печати с негатива 50/60 пленки. Они приобрели один из, по-моему, их, по-моему, 10 или 15 всего этих увеличителей такого плана в мире. У них эта штука есть, которая позволяет печатать размеры там, ну, огромные просто, 1 на 2 там и больше. Это совершенно запредельная технология. Понятно, что там заказная оптика, делается это в Швейцарии все. Ну, в общем, кто в Питере будет, можно, в принципе, организовать экскурсию, пообщаться или просто съездить, посмотреть. Даже без Фойовича можете сами съездить. Это находится на Петроградской стороне. Раньше они находились на Чкаловской, сейчас они находятся на Малой Монетной. В этом здании, кстати, у меня супруга работала директором раньше магазина Техносила. А теперь это Photo One. Так что вот, друзья, могу сказать, что кто еще задумывается, печатать фотографии или нет, попробуйте напечатать свои фотографии. Я уверен, что если вы будете использовать, как я, арт-бумаги, хорошее оформление, вы увидите, насколько качество ваших фотографий может улучшиться с помощью печати. Заодно пройдете такой интересный этап, как коррекция, калибровка мониторов, если кому-то требуется. Ну, а этот этап я уже давно прошел, поэтому я работаю на планшете, на iPad. Калибровка не требуется в этом случае. И, во всяком случае, то, что я печатал, печатается один в один. Хотя коррекция, конечно, подготовка для печати, увеличение резкости и прочее, о которых записано множество видео на YouTube. Вы можете посмотреть, и, может быть, что-то у вас свое мнение будет. У меня по этому поводу свое мнение. Если фотография действительно сделана хорошо, то особой коррекции не требуется. Но для больших экземпляров, для печати, Сергей, кстати, в этом в теме, я думаю, шелкографии и все остальное, там, конечно, требуется коррекция и требуется подготовка специально для печати. Но для этого должны быть профессионалы, которые этим занимаются. Несомненно, вы не сможете там за месяц это изучить. Это должен человек работать всю жизнь, этим заниматься. Тогда вы сможете просто найти такого человека или найти такую студию, и я думаю, что все получится. И, может быть, вы для себя найдете какой-то новый способ заработка или новое увлечение, оформить свой дом или оформить свою квартиру, оформить... Вот сзади у меня пустая стена, видите, здесь сюда может завешено быть работой. Но по какой-то причине я это не сделал. Пока еще. Я думаю, что это временно. Да. Сегодня этот Explorer, хотел сказать, YouTube, наверное, обалдел, что у меня там вышло 2 коротких следом, и среда по средам изменилась. Воскресенье с Фавионычем, да? Воскресный Фавионыч, можно так назвать. Да, я сегодня решил поболтать, мне скучно стало. Не хочу, у нас очень похолодало, друзья. Я сегодня шел, про обувь, кстати, вспомнил. Я сегодня надел эко новое, Thread by Way, который с мембраной. Я сегодня пока дошел, там метров 500 мне надо было в магазин. Блин, я чуть 2 раза не упал, короче. Хотя там у меня полиуретановая подошва. На льду все скользит. Это надо только шипы одевать. Поэтому у меня тут тоже комментируют мои видео по поводу Adidas кроссовок зимних. Из Сибири там, кто будет смотреть, если ребята... Испытаем. Я сам не знаю, потому что я их испытывал весной, когда был рыхлый снег, когда, ну, по льду мы там поездили тоже на них, но на большие и низкие температуры, на низкие температуры, 30 там и ниже, я их не испытывал. Поэтому я подозреваю, что все-таки в них, если двигаться, будет нормально. Хотя, если где-нибудь залезть в сугроб, нагрести. По поводу влаги тоже, я думаю, что влага там все нормально, потому что они тканевые. И вот эта вокруг штука, которая из такого современного материала, ну, вроде не должно быть все. Но все-таки, если какой-то лютый мороз, конечно, это не кроссовки, это должны быть валенки какие-нибудь или специально подготовленные, специальная обувь.
Благо такое были навалом. Делает и Columbia, там, и профессиональные там, забыл их эти компании, которые делают. Arc'teryx делает, там масса других. Ой, что-то меня запершило. С непривычки, да, нагрузка большая на горло. Ну, я, видите, решил клин клином. Может быть, и таким образом мне легче станет. Поболтаю немножко с вами. В Питер приедете, друзья, в Санкт-Петербург, приезжайте. Сделаем фототур для вас с Фавионычем. Поставим какой-нибудь эксперимент необычный. Познакомимся. Этот год, конечно, был урожайный для Фавионыча, потому что с очень многими интересными людьми я познакомился, фотографами, не только, путешественниками, людьми увлеченными разных специальностей, разных увлечений. Но вот, как оказалось, по моему опыту, практически все в той или иной мере что-то делают, какие-то фоточки. Как говорит мой один приятель. Фоточки. Ну, кто-то фоточки делает, кто-то фотографии. Кто-то работы, кто-то арт, файн-арт. По файн-арту, кстати, будет видео. Я пока еще просто хочу это сделать с кем-то совместно, потому что одному скучно это делать. Один я уже делал не раз. И, кстати, Flickr интересно сейчас в этом году продвинулся. Множество конкурсов, которые они сделали совместно уже с компаниями-производителями, множество призов, и камеры, и сумки, и рюкзаки, и программные продукты, специализированные программы, в том числе с нейросетями новые, и специальные аксессуары, быстросъемные ремни всевозможные. Ну, в общем, Flickr, конечно, развивается. И это радует, друзья, что развивается не только YouTube, но и Flickr тоже. Да, все платформы, которые, в принципе, люди интересуются и хотят там присутствовать, они развиваются и дают возможность людям, в том числе и заработать. Несомненно, это будет развиваться. И скептики, которые считали, что это все игрушки, ну, смотрю сейчас интересного блогера из Кореи, девушка, мне там в районе 22 лет, по-моему, мукбанг корейский, наберите, посмотрите, ее ролики выпадут первым. Совершенно запредельный мукбанг, это еда на камеру, но при тех размерах, которых она, эта девушка, там, не знаю, 44-й, 46-й, сколько она съедает, я в страшном сне даже не могу. Но она это делает настолько красиво, настолько интересно, настолько воодушевляюще, и у него много уже последователей, и плюс она показывает и природу, и как эти морепродукты, которые используют, и мясо, все это выращивается, где это все, как это готовится все, и связь с людьми, все так очень комфортно. За месяц она прибавила почти 500 000 подписчиков, сейчас у нее больше 4,5, по-моему, под 5 уже. Я думаю, что в ближайшие там год-два она наберет 10, если все будет нормально. И это будет один из самых богатых блогеров, наверное. Не только в Корее, но и в мире. Честно говоря, очень интересный жанр мукбанг – это еда на камеру. Вы знаете, что в пространстве русскоязычном таких блогеров не один и не два. Там и дневник еврея, и кого там только нету. Да. И, ну, я бы выделил, конечно, самое интересное, это все-таки даже не мукбанг, это, ну, хотя можно назвать, Обломова из Питера, да. Мы с ним тоже тут параллельно практически в Москву съездили. Он приехал, тоже там возмущался, как они там живут с этими пробками, и я потом. Но я пробки, в принципе, объехал, потому что я в Московской области был. Мне там понравилось, честно говоря, больше, чем в городе. В городе тяжело жить, друзья, фотографу, но стрит-фотографией, если вы увлекаетесь, конечно, город – это супер вообще. И Москва тоже такой город для стрит-фотографий. Но с точки зрения такого, может быть, экстремальной фотографии, я бы выбрал, конечно, другие города. Мне нравятся более камерные, более такие исторические или, может быть, загадочные какие-то места, силы, как я их называю. Я их всегда ищу и нахожу. И Сергей вот тоже в такие места тоже попадает. Думаю, что каждый из вас в такие места, когда попадает, он чувствует себя по-другому. И фотография тогда рождается сама. Так со мной было на Сальде, в принципе. И цель этой поездки была озеро Сальдо.
Мне удалось там, побывав всего за сутки, я там получил, наверное, заряд больше в несколько раз, чем в Анамуре, который тоже совершенно волшебное место. Ну и надолго останется в моей памяти. Я думаю, что я в это место обязательно вернусь. Потому что, ну, это бомба просто. Это к 23 году они завершат там все, доделают. И я думаю, что зона, конечно, будет огорожена, иначе ее никак не сохранить. Но пока вот удалось что-то снять. И даже несколько сайтов, которые занимаются, они взяли мои работы на свой сайт. И, может быть, благодаря этому по-новому как-то, может быть, будет взгляд людей на эти места. И в этом плане фотография дает, расширяет рамки, да, поскольку даже на момент моей поездки, да, изучая и смотря, что по этому теме есть, я в реальности какой-то полезной информации нашел только на туркоязычных сайтах. Все блогеры российские, нероссийские, там, других стран, которые там побывали, очень мало информации, и все как-то однобоко, все в стандарте. Я решил на это немножко как-то фокус сдвинуть. Насколько у меня это получилось, смотрите мои ролики, я думаю, что, может быть, кто-то напишет. Может, вообще все плохо. Ну, а я считаю, что нет. Я считаю, что новую какую-то струю, может быть, мои работы дадут вам возможности. И плюс это космическое место, абсолютно космическое, поэтому НАСА не просто так каждый месяц выкладывает там какие-то блоги и приезжает, мониторит это место. Ну, вы знаете, по каким причинам, поскольку состав микроорганизмов, состав камнеобразования, вот этих всех минералов 100% совпадает с марсианскими пробами, которые были получены с Curiosity в этом году, в марте месяце. Ну, а в марте, вы знаете, масса всяких интересных сообщений, событий было в 2020 году, в 2021 году. И, друзья, скоро 22 год. Надо уже делать какие-то, подводить краткие итоги, но у нас, видите, ноябрь. А, еще ноября нету еще. Каникулы скоро, друзья. Приезжайте в Питер или куда-то вы отправляетесь, давайте, может быть, сделаем какой-нибудь, не ивент, а какой-нибудь, как это называется, когда все в разных местах, как мы делали с Диной из Калифорнии на Open Land, да, дистанционная площадка, которая позволяет одновременно выйти в эфир и общаться в прямом эфире с видеопотоком в том числе. Посмотрите, если вам интересно, можем сделать, выбрать какое-то время, какой-то день и запуститься таким образом. Или, может быть, сделать трансляцию на YouTube, на моем канале, например. Как-то это все сделать интересно. В зуме, да? Веб-камеру надо покупать, друзья. У Мака, конечно, говенные камеры, вот эти, которые встроены, поэтому об этом все блогеры говорят, и никаких улучшений не предвидится. В новом iPad Pro, конечно, камера изумительная, но тысячи подписчиков нет, друзья. Я хочу пробить эту планку в этом году. Давайте попробуем это сделать с вами вместе. И мои пока все способы, использованные мною для того, чтобы пробить эту планку без денег, пока не увеличались. Хотя прирост есть адекватный, да. И, ну, хочется как-то сразу. Не получается уже 3 года. Ну, видите, как я не унываю. Некоторые там через год сдаются уже, все, отказываются. Но нет, я не такой. Фавионыч не такой. Поэтому не заснули там еще? Нет, друзья. Еще живы? Я смотрю, тут эти спамеры наши заснули, что-то они, наверное, заскучали. Я их там всех заблокировал. Ах, черт. Придут новые, да? Так, ну давайте поставлю вам вопрос таким образом. Интересен? Ох, на английском. Ну давайте. Флешмоб. Ну, например, пейзажный. Зожный, да? Кстати, можно было опросы, да. А что-то, кстати, опросы куда-то пропали. Раньше можно было опросы делать. Сделать опрос. Куда-то девалась. Кстати, раньше эта штука была у меня. Мне очень нравилась она. Эмодиат автора.
А где опрос, кстати? Куда-то пропал. Странно. Раньше был, кстати. Не знаю почему. Почему-то куда-то пропал. И я помню, что я делал опросник. Точно, абсолютно. О, создать опрос. Да, что-то начало тупить. Попробуем отключить. Так. а, Нет, не на фотографии, а с помощью. С помощью фотографии. Ну вот я создал вопрос, как заработать деньги с помощью фотографии. Можно, нет, это хобби. А, Ну вот так вот у меня получилось. Не знаю, виден это вопрос или нет. Добавить. Все убежали. Нет, не убежали. Ответьте на этот вопрос. Можно ли заработать деньги, реальные деньги, не 2 цента, там, не 10 центов, не 1 доллар, а все-таки деньги, на которые можно существовать фотографу и развиваться фотографу как минимум. Потому что один мой приятель сказал, что ну, на смену техники хватает, а дальше там на это жить нельзя. Томас Хиттон так не считает. Фототрипер тоже. Адам Гибс тоже. Поэтому я думаю, что все абсолютно доступно, все это реально. Вопрос, сколько это требует времени, усилий, всего остального. Вот, пока вижу, сколько ответов, 100% пока, да. Посмотрим, какие еще варианты будут. И что нужно сделать для этого, друзья? Можете написать в комментариях, где вы видите развитие, потому что контуры нового способа заработка на фотографии, они уже очерчиваются. И они будут не те, которые были прежде. Это будут новые контуры. Они в рамках цифровых платформ будут, я не сомневаюсь. В рамках новых технологий, технологии позволят переключиться, да, так же, как и технологии позволяют что-то получить, какие-то новые направления. Но это не является ключевым. То есть это только технологии. А сама мысль, она должна быть у человека, который это создает, должна мысль. Так же, как у человека, который создавал Netflix. Он знал, что ну, музыка может быть бесплатной и может быть для всех. Он это сделал. Так же, как у Джобса, там музыка тоже может быть в высоком качестве доступна для всех, да, а не просто для людей, которые готовы покупать диски и складировать потом их на шкафах. Сейчас мало кто складирует, хотя в Фуюночи коллекция есть. Также с фотоаппаратами, то есть, ну, возможно ли человеку, который умеет снимать, получить хорошую качественную технику? Возможно ли это? Открывается сейчас все больше и больше пункта проката. Без залогов, друзья. Уже появились пункты проката, где не требуется залог. Что вы по этому поводу думаете и считаете ли вы, что это будет сделано? Можно, но как не знаю. Этот ответ, кстати, я много лет назад тоже так же отвечал. Сейчас я знаю, как это можно сделать, но дело в том, что этот ответ неоднозначный. То есть нет никакой гарантии, что получится у вас именно таким способом. И в этом прелесть этого всего. Почему? Потому что вы можете
договариваться с людьми и фотографировать какие-то предметные фотографии, но в один прекрасный момент вы можете сделать какой-то кадр, как сделал один из фотографов во Фликер, я про него рассказываю, который просто случайно имел с собой камеру в экспедиции на Южный полюс. Она просто у него была с собой. И он случайно, всю жизнь снимал там любитель, а потом случайно попал в некое место силы, да, где стал свидетелем очень редкого явления. Он сделал эту фотографию, где раздел воды соленой, не соленой, ну, разной солености. Получилось действительно фантастический файн-арт. И забыл про это, выложил во Фликер и все забыл. Прошло какое-то время, я уже эту историю не раз рассказываю, можете на его посмотреть, найти эту историю во Фликере. И она стала вируситься по соцсетям. Потом она стала вируситься, и к нему приступили предложения от крупнейших журналов. National Geographic и масса других. И потом, через еще полгода, она стала еще заново вируситься. В результате эта фотография уже набрала несколько миллионов просмотров. Так же, как фотография Томаса Хиттона, палатка на склоне. Она тоже вирусовалась. Ну и через это у него появился способ заработка и уже на профессиональной основе стать фотографом. Он уже воспринимался сообществом, воспринимался людьми как человек, который что-то может сделать. Поэтому я в это верю, и каждый человек должен в это верить. Фликер это может быть только ступенькой, да, каким-то окном или дверью, да, от которой у вас ключ есть. А там может быть какая-то еще дверь, которая позволит вам открыть еще больше возможностей. Поэтому это все только инструменты в ваших руках. На самом деле сам инструмент, ну, видите, уже 50%. Кто-то написал, что нет, наверное. Нет, завершать я пока не буду. Но мне интересно все-таки зрение, с точки зрения. Пока пополам все. Пока все пополам. Кто-то зарабатывает на фотографии, продавая просто технику. Новую. Я, кстати, вчера обнаружил очень интересный способ заработка одного индийского блогера. В Индии, по-моему, находится. Ну, акцент у него такой сильно индийский. Он просто записывает рилсы, короткие видео, 15-30 секундные, где просто под камеру берет вторичную фотоаппараты, объективы, там еще что-то. И просто про них рассказывает, показывает вот так на камеру. И он продает. Друзья, не поверите, это было на Фейсбуке много лет назад. Есть люди, мастеровые, которые чинят камеры, да, и потом выкладывают. Когда-то я записывал ролик про то, как зарядить Rolleiflex. Потом я записывал ролик, как я восстанавливал камеру. Ну, это хобби 67%. Молодцы. Потом, вот просто из-за того, что я разместил это даже не в Фликере, а на Фейсбуке, без того варианта, когда он был бизнесом, там, я его никогда не делал бизнесом, мне написали в этой группе по Rolleiflex несколько человек, которые просили мне отремонтировать, также восстановить камеру. Я сказал, что этим я профессионально не занимаюсь. И на тот момент мне особо не было интереса, ну, это занимает, конечно, много времени, но, тем не менее, спрос на это велик. И когда написал уже не один человек, и когда мне стали присылать именно то, что они отправляли, и все приходило в очень плохом состоянии или не было сделано, но оказалось, что вот, оказывается, где-то в Питере или в Москве есть человек, который чинит, или в России где-то, один или два человека, которые этим занимаются, и у них огромное количество заказов. Им отправляют камеры, они восстанавливают или чинят их. У меня есть знакомые, хорошие знакомые, которые также делают в радио, да, это аудио-видео устройства, в основном аудио. У них заказов тоже огромное количество. Но я, честно говоря, паяю, нет у меня проблем с этим, да, то есть, но мне никогда не нравилось именно заниматься просто ремонтом электронной техники. Это мне, я не знаю по каким причинам, я это могу делать, но мне это не доставляло удовольствия эстетического, может быть, да. Хотя многие скажут, ну как, практически есть какой-то выхлоп. Есть, но вы знаете, когда вы этим занимаетесь постоянно, когда это становится уже источником дохода, ну, вы как-то взвешиваете, начинаете вы деградировать или нет, или вам это дает какую-то порцию энергии, и действительно вы чувствуете, что это вам хорошо. Но тем не менее, YouTube дает возможность для таких людей
что-то выложить, как мой ролик про починку АБС, да, и польза от этого есть, поскольку это хранится, и эти ролики, грубо говоря, они через многие годы кому-то полезными окажутся, да, может быть, к тому времени этих автомобилей уже не останется. Так же, как и то, что мы обсуждаем сейчас, может быть, через 3 года это будет вообще тема бессмысленна, потому что как таковой фотографии перестанет существовать. Может быть, на нее навесят табу, скажут, что нельзя фотографировать никакие объекты без их согласия. Камни нельзя, деревья нельзя, все остальное запрещено. Так что никто не знает, как это будет происходить. Понятно, что тогда появится какой-то подпольный рынок фотографий. Фотография уйдет в такой жесткий, как там, панк, киберпанк, да, и это будет там как хакеры-фотографы, да. Ну, возможно, и так это будет, но 67% хобби. Мгм. Интересно. Ну, а почему нет? Один знакомый, когда, помню, друг мне рассказывал, пришел к нему, спросил: какое у вас хобби? Деньги. Мое хобби – это деньги. Есть и такой ответ, вариант. Поэтому для таких людей, может быть, фотография, не фотография, торговля горохом или нефтью, или продажа посреднических услуг просто является хобби. Потому что для них хобби является деньги. Ну, не знаю, мне как-то к деньгам отношение бережное, хорошее, но не до такой степени я не ставил их всегда самоцелью. Шивка панорама. Да, я помню, Сергей, мы об этом говорили. И у меня, кстати, вчера была мысль собрать. Я сделал панораму на Асальде. У меня сделана панорама из, по-моему, 8, что ли, однорядная. Мы с Павлом об этой теме говорили. Есть специализированные программы, да, но понятно, что для этого требуется еще и панорамная головка со сдвигом объектива, с рамкой. Он делает таким образом, если ты смотрел мое видео с Павлом Мартом про Лахту, там как раз он это делал, и там шивка была. Я в поездке в Турции, я сделал еще трехрядную панораму, на айфоне можно собирать. У меня есть фотография эта, да, она автоматически собирается. Еще я хотел, конечно, реализовать сшивку панорам, который делает дрон. Он, кстати, очень круто делает это. Поэтому панорама – это очень интересная штука. Особенно интересно тем, что вы можете камеру, которая имеет там 15 миллионов разрешения, да, ну, DP3, сделать из нее там 100-миллионную фотографию. Flickr такие разрешения принимает. Поэтому, да, эта тема, конечно, архиважная, архиинтересная. Надо будет этим заняться. В каких программах, ну, можно, я думаю, что совместно обсудить, кто какие использует, может, кто-то уже знает самые интересные программы для ошибки. Потому что в той же iOS несколько есть программ, софтов, которые сшивают панорамы. Я, попробовав некоторые из них, понял, что перекрытие 30% не дает успеха. Я стал без особых перекрытий, с такими стыками, да. У меня, кстати, есть альбом во Фликере, он называется не панорамы, а он называется триптих. И там я собирал триптихи, так называемые, да, в том числе и панорамные триптихи, где 3 фотографии отдельно через такие полоски собираются стык в стык. Воспринимается это как некие панно и выглядит как панно с разделением, но по большому счету это тоже панорама. Но если мы говорим о бесшовных панорамах, где картинка полностью, да, они, кстати, востребованы, эти штуки, кто занимается Инстаграмом, то есть такая, знаете, можно сделать из нескольких кадров панораму, и она так двигается, рукой двигаешь. Я не помню, как они называются, слайдер или что-то такое. Слово используется техническое, но они также тоже называются. Да, по панораме, да. По панораме, я думаю, что надо будет что-то делать. И, конечно, много вот этих, многоярусные панорамы интересны в вертикальном расположении кадра, да. Но здесь все цепляется еще за технику, потому что кроме панорамных головок, которые очень сильно отличаются по качеству, нужна еще и площадка, которая позволит сдвигать переднюю точку объектива, потому что если вы сдвигаете на плоскости матрицы, вы получаете сразу же искажение. Многие об этом не знают и используют просто вот как я раньше крутил панораму. Вот так. Я, в принципе, так и крутил. Но с длиннофокусной оптикой это не сильно отличается, а с широкоугольной это уже принципиально. Поэтому требуется еще это приспособление специальное. Хороший вопрос.
Вопрос очень хороший. А, Почему это не получилось? Потому что Павел сейчас очень сильно занят. Он работает на износ без выходных, и мы с ним никак не получается даже вместе куда-то выбраться. У него там просто завал полный. Полный завал. Ну, я думаю, что это произойдет рано или поздно, в любом случае. Какие мы еще вопросы не обсудили? Деньги. Деньги. Ну, помнится, мы говорили, и, кстати, был комментарий тоже человека, который на моем канале, который говорил о специальном приспособлении, которое позволяет вот этим камерам работать очень долго. То есть специальный переходник, который, кстати, и Sigma сама выпускает, его можно заказать, он доступен, который позволял бы подключить камеру к пауэрбанкам. Архи интересная штуковина, но человек написал, что у него не получается закрепить его пауэрбанк к самой камере. Каким способом это сделать? Это реально можно сделать, друзья. Если вы обратили внимание, ну вот здесь вот, например, на L-брекете есть вот эта боковая поверхность. Можно ее использовать, если вы снимаете только вертикально, горизонтально, можно ее использовать для крепления пауэрбанка. Вторым способом, который я использовал, когда пользовался WSD-фотом, вы видели, что проблема такая же была при зарядке телефона. Я использовал такие маленькие специальные подсумки, которые подвешивал. Человек, который это тоже впервые опубликовал в интернете, год назад или помню, я ссылку на него давал, он, по-моему, не отсюда, с какого-то европейского государства, он тоже использовал сумочку такую для подвеса. Может быть, использовать можно ремень, да, сам ремень. National Geographic, который используют с карманами, или какие-то другие. На самом деле это тоже можно решить совместно, да, как это можно. То, что Powerbank нужен этой камере, да. Особенно это когда будет? Сейчас, друзья, когда похолодает, потому что вы знаете, что те 50 кадров, которые там в теплое время легко снимает хороший аккумулятор, на холоде, кто смотрел мои зимние выпуски, вы видели, что у меня в минус 20 камера замерзла через 10-15 минут, когда я достал из кейса. И аккумуляторы вымерзли очень быстро. Я их хранил отдельно, даже аккумуляторы, потом их вставлял, чтобы можно было подольше снимать. Но тем не менее, Powerbank в этом плане решение, особенно для зимней фотографии. И я думаю, что нужно сделать это решение, может быть, кому-то будет интересно, попробовать реализовать это с помощью пауэрбанка и с помощью вот такого внешнего переходника. Напишите, полезно это или нет. Я считаю, для зимы это вообще must have, потому что, ну, вы знаете, что замерзает. Вы неоднократно видели при съемке при низкой температуре, когда у меня замерзал затвор, он уже медленно замерзал, автофокус трещал, такие экстремальные были съемки. Ну и аккумуляторы, конечно, тоже замерзают. А литиевые аккумуляторы, вы знаете, что они очень сильно боятся холода. Они вплоть до того, что они могут выйти из строя и уже не восстановиться. Поэтому съемка с внешними пауэрбанками, я думаю, что это актуально. И вообще, пользуетесь ли вы пауэрбанками для каких-либо целей? Я, например, пользуюсь для зарядки айфона, для чего еще? Для камеры вот не пользовался. Наверное, скорее всего, это действительно интересно будет для зимней съемки. Ну, что то спамеры заглохли, значит, наш канал перестал быть скучным, он не поднимается, наверное. Наверное, скучно стало им находиться здесь. Да. Ну, я понял, 67%, завершаю опрос. И хочу еще сделать опрос один, друзья. А, а,
Вот так вот. Интересно использование Powerbank для питания фотокамер Sigma DP серии. Так, еще добавлю один. Вот так вот. Вот такой еще вопрос. Вот такой еще опрос. Значит, итоги краткие предыдущего вопроса. Как заработать деньги с помощью фотографий? И можно ли заработать? Это хобби 66%, да 33%, нет 0%, можно заработать только геморрой 0%. Ну, видите, мало людей участвовало, может быть из-за этого. Но я думаю, что может быть что-то для вас будет все равно интересно посмотреть данные. Второй вопрос, который я сделал, это все-таки интересно ли использование павербанков в качестве питания, особенно на морозе. Э, У нас сегодня такой мини-марафон, друзья. Мини-марафон, воскресенье, хорошее настроение, дубачина началась уже в Питере. Ну, хотя вроде потепление будет, но все равно сейчас ночью уже заморозки. Поэтому кто снимает, особенно в голубой час, в синий час или в золотой час, вы знаете, что холодно. На Сальде, кстати, друзья, когда мы приехали, там было где-то 26, там, ну, 28 градусов. Утром, когда я в 5 утра вышел, было около 5 градусов. 8 показывала программа, но реально там было в районе 5. У меня с собой никаких теплых вещей вообще не было, о чем я, кстати, пожалел. Я надел 2 футболки, поэтому если вы посмотрели мое видео, видели, что у меня там в 2 футболках, не из-за того, что я какой-то дебил, там просто было очень холодно. У меня вот эти руки все вымерзли, пока я дошел, тем более это на высоте 1200 метров. Ну, можно было догадаться, поскольку я имел опыт путешествия в горы, даже не на такие высоты, выше, но я что-то как-то про это забыл, я был настолько заряжен энергией, что, э, ну, 2 футболки я одел, но энергетика с озера Сальдо позволила мне не сильно замерзнуть, не простыть. Поэтому, тем более, что когда солнце вышло в 7 часов, даже раньше, уже стало тепло сразу же. Поэтому тепло нужно и для камеры, тепло нужно для наблюдателя, для фотографа. И вообще тепло – это хорошо, солнышко. Солнышко нам и делает все. Так что вот по поводу пауэрбанков, ну да, я считаю, что это нужная тема, интересная, тем более, что сейчас современные пауэрбанки с очень большой емкостью, уже в продаже есть пауэрбанки, которые имеют там 50 тысяч реальных, такие килограммовые бруски большие для мощных тяжелых камер, да, э, для профессионального использования, как если вы используетесь, если кто-то пользуется Sigma FP или FPL, для других камер. Ну, а для Фавиона тоже можно использовать, тем более, что питание аккумулятора 3,7 вольта, пауэрбанки 5-вольтовые, поэтому совместить это можно, друзья. Ну вот, 4,6 вольта, да. Но зарядка, вы знаете, что она все равно не 4, там в районе 5 вольт, поэтому USB-шная зарядка. И, кстати, интересное решение, кто занимается съемкой с дроном или планирует. Я нашел интересный аксессуар, который китайцы сделали. Питание аккумуляторов DJI 12 вольт. И как же решить проблему с пауэрбанками? Оказывается, есть решение. Вы знаете, кто знаком с физикой, что можно сделать из нескольких 5 вольт, сделать, например, 10. А 10 вольт достаточно для питания аккумуляторов, поэтому они сделали параллельно с двумя USB. Этот аксессуар позволяет подключаться, объединять эти батарейки любого пауэрбанка и заряжать дрон на природе. Это очень важно, потому что не у всех есть возможность. И в моем путешествии на Сальдо я тоже автомобилем находился дальше. Поэтому если бы мне нужно было сделать 2 полета, мне нужен был какой-то пауэрбанк или дополнительный аккумулятор. При том, что пауэрбанк этот, если мощный, достаточно быстро заряжает аккумуляторы, это очень удобно. Поэтому в плане зарядки, например, и размеров, например, конвертеров 220-вольтовых, да, которые тоже можно решить проблему,
То есть, ну, для этого нужно 220 вольт где-то найти в лесу, да, где вы их найдете? Не генератор дизельный же с тобой таскать. Поэтому пауэрбанки это решение, оно очень-очень полезное. Но с интеграцией с солнечными батареями, которыми я пользовался много лет, в этом году я что-то как-то не стал этим заниматься вопросом, но я пользовался солнечными батареями для зарядки, когда путешествовал, еще помню, на Крите. Очень понравилась мне эта штуковина. Сейчас появились солнечные батареи с большой емкостью, имеется в виду с большим током, такие раскладные, которые могут такую ленту сворачиваться компактно, поэтому это тоже очень интересное направление. Я думаю, что кто этим пользуется, уже ощутил кайф от этого. Именно пользование, поближе встану, может быть, не разорвется связь, будет слышно. Так что вот солнечные батарейки, пауэрбанки – это наше все, это очень удобная штуковина и полезная для фотографа вещь. Поэтому она позволяет не только заработать деньги на фотографе производителям, но и фотографу в том числе не лишиться кадров. Когда вы, все батарейки ваши вышли из строя, кто там сколько берет, напишите 5, 7. А в у вас сразу устройство, вы можете подзарядиться, и вот этот единственный кадр, ради которого там появился внезапно, вы понимаете, что с батарейки сели. Такое, с этим сталкивался, я думаю, что каждый фотограф, даже имея массу аккумуляторов, выходишь, и все кончилось уже. Ну вот кадр появился такой, который кадр дня, а нету батарейки. И пауэрбанк в этом плане, конечно, решение вопросов. И мои многие видео, которые я делал, когда у меня все батарейки садились, пауэрбанк мне помогал это сделать. Я ставил пауэрбанк, крепил его к штативу и записывал еще какие-то или инсайты, которые мне посещали меня, или какие-то, может быть, интересные, может быть, моменты, которые мне заходили. Так что вот, друзья, давайте с вами в этом году решим проблему 1000 подписчиков, друзья, призываю вас. Потому что все-таки как-то с ноутбуком сидеть в комнате скучно. Хочется все-таки трансляцию делать действительно с локацией. Я, сделав это один раз с помощью соты, ну, с ноутбуком ходить по лесу неудобно летом, зимой тем более. А потом, когда я делал с Диной, Диной и, по-моему, мы делали с моим подписчиком из Бийска, очень понравилась мне эта штуковина, интерактивная, так называемое не телевидение, интерактивная фотоистория. Фотоистория. Поэтому, может быть, для кого-то это будет интересным каким-то не уроком, а каким-то опытом, можно сказать так. Ответов нету по поводу пауэрбанка. Хотя да, 0%, наверное, никто не ответил. Ну, трансляция продолжается. Я не буду сегодня прерывать ее. Будет стрим у нас бесконечный. Я тут видел несколько каналов вы знаете, бесконечный стрим можно делать на Инстаграме сейчас тоже. И там девушка, по-моему, 300 или 400 дней уже висит. Но это уже реальный зомби. За 2 часа, наверное, зомби не станешь в трансляции, но за 300 дней я думаю, что это точно уже. Это уже не лечится, скорее всего, никакими средствами. Ни хирургическим путем, никаким. Поэтому, но тем не менее, множество блогеров, я знаю, они выпускают, я знаю блогеров, которые там по 5, по 7 видео выпускают каждый день. Это влоги так называемые, ну, реального времени. Это такая уже болезнь. Болезнь реально. Я все-таки не хочу скатиться в это. Но, тем не менее, я понимаю, что этот онлайн, так называемый эфир, он будет развиваться и с новыми сетями 5 или 6G, о которых много чего плохого или хорошего говорят, но как раз они для этого в том числе и сделаны.
Непосредственный контакт, интерактив. Так что, друзья, призываю вас подписаться на канал, написать комментарий на моем канале и, может быть, задать тон, какие-то вопросы. У нас сегодня, видите, пожаловали спамеры через несколько минут после начала. И тут они посыпались что-то, как из рога изобилия. Наверное, мы время выбрали верное, да? Ну, может, в воскресенье вечер, наверное, еще интереснее. Ну, пока вот день. День, поэтому мы сейчас. Я не выключаю, я жду, может быть, кто-то зайдет еще из старичков или из новых кто-то зайдет, задаст какие-то вопросы. Может быть, кому-то будет интересно что-то спросить. А почему нет? Мукбанк можем продолжить устроить. Поедание меда на камеру, да, или там поедание помидор на камеру. Я бы с удовольствием сделал. Помидоры люблю очень. Без них жить не могу. Поэтому вот у меня такое хобби. Помидорный мукбанк. Ну или хотите, можем сделать какой-нибудь, как там, флешмоб, съемку помидоров. Вы знаете, что был конкурс по макрофотографии Фликера. Я тоже участвовал, у меня, по-моему, там несколько работ дошло. Одна как минимум точно. Вот, звонки. Ответим. Слушаю. Мгм. Ну, спамеры сегодня не только в Ютубе, сегодня и в телефоне, видите. Но с телефоном мы бороться умеем. Сейчас запишем номерок. В черную книжку или в красную. Это уже напишите в комментариях, какую записать. В черную — это обнуление, или в красную — распыление. Так, на самом деле все уже записано. Уже в сервере все есть. Может быть, кто-то учится и пишет какие-то работы по психологии современных вот этих феноменов, которые сейчас огромное количество экспериментов ведется по всему миру в связи с этими новыми самими экспериментами. А что это такое черное здесь в углу? Ё-моё, так это микрофон. О, давайте вот так. Спамеры прибегут сейчас. Роды. Надпись видно. Вездеход в кадре. С Саймаком вместе. С Саймаком мы. Я, кстати, давно не записывал вам сказки, но у меня есть мысль записать вам не сказки, а книги. Почитать. Потому что я люблю читать книги. И аудиокниги сейчас актуальны. Я думаю, что, ну, их даже слушает кто-то мои, как я читаю. Ну, выборочные, какие-то полезные вещи, которые позволят вам расширить свой кругозор и получить какие-то новые знания в новом изменяющемся мире. Да. Запульнем-ка мы трансляцию куда-нибудь еще. Вдруг кто-нибудь к нам зайдет с других сетей. Я не делаю такие эксперименты, как э, что? Перекрестное. Я обнаружил, что YouTube любит, чтобы люди оставались на одной платформе, поэтому не стал распыляться. И это дало результат. О, на Facebook сейчас. Честно говоря, в эту платформу я мало верю. И даже Цукерберг, я так понимаю, что новый ребрендинг, который сейчас изменит название этой платформе, а вы знаете, что туда входит WhatsApp и Instagram, поэтому это не случайно. Я думаю, что требовало изменения, потому что Facebook — это лицо книга, это как-то так что-то. Надо что-то, ну, сделают новое. Я думаю, что в стиле уже более подрастающего поколения. Я думаю, что кибер какой-то знак мы увидим новый. Новую символику увидим в ближайшее время. Кстати, что вы думаете по поводу символики фотографий? И мое, например, направление сайн-арта, которое я использую, оно, кстати, тоже об этом. У меня есть альбом Fine Art и есть альбом отдельный Sign Art. Он как раз
О, 100% нет, ответили. Что нужно ли пауэрбанк для фотоаппаратов? Ну, может быть, просто один ответ был. Давайте, молодежь, подгребайте. Пока Фавионович решил не закрыть эфир сегодняшний, сегодня мы побьем, наверное, рекорд. Я уверен, что народ сейчас проснется. Но молодежь спит допоздна сегодня. Хотя некоторые, может быть, убежали за пауэрбанками уже покупать. Или искать, рыть быстро, где можно купить ДП-камеры Фавион. Спросите у Фавионыча, почему Фавион, друзья. Пейзажная фотография, стрит-фотография, арт-фотография. Это все Фавион. Все для него. Ждем полнокадровый, не ждем полнокадровый Фавион. Новый девиз: не ждем полнокадровый, покупаем Фавион любой. И, кстати, сейчас я обратил внимание, с ума сошел рынок Авито на Фавионы, которые не мерило. Это первые Фавионы с разрешением 5 миллионов элементов. Это ДПшки первая, эска, которая, да, ну, обычно. Ну, раньше эти камеры, ну, буквально там полгода назад, год назад, до того, как мои ролики стали продвигаться по Фавиону, Виктор меня это предупреждал, изменишь рынок. 5000 рублей, 6 тысяч, 8 тысяч они продавались, эти камеры. Тут недавно зашел, и у меня там крыша поехала. Видно, люди устали ждать, выгребли весь мерил, который есть, не только... Кстати, на вторичке, на eBay тоже очень мало мерил за нормальные деньги. 30 тысяч люди продают. Первые эти Фавионы 5-миллионные эски. 30 там ты. Я посмотрел ценники, я опух вообще просто. Ну, о чем это говорит, друзья? Нет пердела, как говорят. Нет пердела, жадности. С другой стороны, спрос рождает предложение. Если завтра выяснится, что свет везде отключили, все люди побегут за спичками, за свечками, за пауэрбанками, да? За дизель-генераторами или за керосиновыми лампами. Можно ли использовать керосиновую лампу или топливный элемент для питания Фавиона? Следующий опрос будет. Питание топливными элементами, водородными и все прочего. И какая скорость распространения звука, кстати, в газах, в водороде, в воздухе, вы знаете? Она различна. В водороде она отличается в несколько раз. В воде еще больше. А самая большая в алмазе, друзья. Даже не такая, как в металле. 5 километров в секунду почти в металле. А в алмазе знаете сколько? 40 километров в секунду. А в воздухе 0,3 всего. 300, 320, 340, в зависимости от концентрации. В водороде, кстати, больше, быстрее. В воде 1500-2000 тысячи. На разных глубинах с разным давлением, если вы интересуетесь. Как это связано с фотографией? Связано, друзья. Так же, как и люди, которые мне написали в комментариях, что твоя камера что, акустический прибор? Почему нет? Она акустический прибор, она вибрации принимает. Все, что касается вибрации, изучает такая наука, как акустика в том числе. Гидроакустика тоже имеет к этому отношение. Ну, пока молодежь еще не пришла, старички, подтягивайтесь. По своей статистике я вижу, что у меня расширился до предела возрастной сегмент от 13 теперь до 65 и старше. Причем эти проценты растут. Я рад, что Фавионыча полюбили. И, может быть, новые вопросы появятся, я с удовольствием на них отвечу. И запишу какие-то для вас интересные видео. Не то, что я вижу, а то, что вам интересно, друзья. И за поддержку канала, конечно, я вам благодарен, друзья. За то, что вы смотрите, за то, что вы пишете что-то. Вопросик выше. Это я уже заболтался. У меня энергия пошла вверх, Сергей Алексеевич. Возможно, как-то на ДПМ выдержку каким-нибудь образом увеличить за 30 секунд. Вопрос на $1 миллион, сразу скажу. Очень правильный вопрос. Как это можно сделать? Ваши мысли. Поскольку мы имеем время, да, именно время. Это Сергей спрашивает, я так понимаю, потому что у него много работ, которые входят в Explore, в ленту. И особенно вот последняя работа мне понравилась с листьями на воде. Это чистый арт. Снято на больших выдержках. И ночные съемки, и съемка в очень темных вариантах, когда требуется сильно закрыть диафрагму, требуется выдержка больше 30 секунд. Как можно это сделать, друзья? Поскольку один из вариантов – это наложение кадров, да, самый простой напрашивается, сделать несколько кадров.
Но это нужен обязательно штатив, который у Сергея есть. Я бы таким путем пошел, да, наложением кадров. И многие фотографы, которые с ограничением выдержки, имеют такой вариант. Второй вариант все-таки, есть ли способ как-то обойти это и сделать выдержку V или выдержку T, которая в старых камерах? Ну, знаете, чем выдержка T от выдержки V отличается? Напишите, кстати, кто знает, чем отличается выдержка V от выдержки T. Я думаю, что кто занимался пленками, особенно старыми аппаратами, знает ответ. Ну, а мне ваше мнение тоже интересно. Этот вопрос, кстати, Сергей задавал, я пока на него не имею ответа, но я думаю, что решение существует. Кстати, в камерах Rolleiflex, где там был такой специальный запаздыватель пневматический, который позволял бы вот это время отсрочки регулировать в секундах. И если вы знаете, что в обычных механических камерах время отсрочки было там, ну, 5 секунд, 10 секунд, ну, классическое, то, что перекочевало потом на цифровые камеры в виде там 2 секунды или 10 секунд. Но на самом деле пневматические эти устройства позволяли сделать больше выдержку, задержку, больше, чем 30 секунд. Можно ли использовать это для программно как-то увеличить время выдержки затвора? В этом плане я хотел бы вспомнить опыт Sigma DP, FP, где появилась чувствительность 6. Что это дает возможность? Это дает возможность снимать днем при очень длинных выдержках. Алло. Да. Кстати, в новом мире вам будут платить за то, что вы свое внимание тратите на что-то. Многие об этом не знают, но это уже реальность. За контент понятно создателям, но и за внимание тоже будут платить. Вот эти компании, которые сейчас занимаются вот этим, не хочу нехорошее слово говорить, но они будут платить за ваше внимание. Пока они не платят, они это на халявно дергают и крадут. А, ну, мы этим и занимаемся, так что все в порядке. Тем более с этого номера уже звонили. В базе он уже есть. В пищебазе он есть. Да, вопрос действительно архиважный, и я думаю, что решение мы найдем. Совместно с вами, друзья, не сомневаюсь. Потому что, например, если бы была возможность сделать там 200 секунд, 300, то мы смогли бы работать уже с совершенно другими съемками. Единственное, что я бы сказал, почему выбрано ограничение 30 секунд, это связано с астрофотографией. Вы знаете, что без азимутальной этой треноги, азимутальной ориентировки, да, треноги, которая следит за движением нашей планеты, невозможно сделать снимки больше, резкие звезды больше 8 секунд. Ну, 15 можно, они там черточками появляются на широкоугольных, да. Если говорить о длиннофокусных, то там, в принципе, даже на 5 секундах будет смаз. Поэтому азимутальные вот эти монтировки, да, позволяют следить. И съемки ночного неба, где уже требуются большие выдержки, там, вы видели такие фотографии, где 200 секунд, там 300 секунд, больше, только с этой самой с азимутальной следящей системой. Поэтому 30 секунд вписывается в это, то есть если взять это фокусное расстояние, ну там будут черточки не очень большие. Я думаю, что программное ограничение как раз вот этой выдержки связано с этим. Ни в коем случае не с тем, что затворы там могут они открыть там на минуту, не могут открыть. Конечно, могут открыть и на минуту, на две никаких проблем нет. Скорее всего, это именно выбрано из какой-то пригодности или, может быть, из-за того, что они посчитали, что эта камера не настолько хороша, что туда нужно добавить какую-то новую выдержку. Но тем не менее, вы знаете, что в версии, которая крайне была сделана, расширение, например, ограничение фокусировки было сделано программным образом. Еще какие-то новости, которые они добавили, да, которые я уже забыл, но они реально улучшили камеру. Почему нету дополнительного какого-то еще ограничения? Ну, понятно, что любой производитель хочет, чтобы вы купили новую камеру. Поэтому, ну, посмотрим. Я думаю, что мы как пользователи вправе влиять на эту ситуацию, так же, как и пользователи iPhone, например, повлияли на ситуацию, когда искусственно были занижены скорости. Ну, компания выплатила огромный штраф многомиллионный,
множеством исков, да, и все-таки решила этот вопрос в досудебном, в постсудебном порядке. Так, ну, посмотрим, что у нас. Пока ничего, активности пока нет. Ну, те, кто присоединился, те, кто смотрит сначала, могут помотать, посмотреть записи. Мы сегодня говорим о том, можно ли заработать деньги на фотографии с помощью фотографии. Что для вас фотография? Все-таки хобби это или работа, или процесс, или инструмент, или просто какой-то эксперимент? И второй вопрос был по поводу использования пауэрбанков. Насколько они актуальны в зимнее время, насколько это интересно. Да, это абсолютно верно. Я обратил на это внимание. Если Сергей правильно говорит, возможность перегрев может быть. Поскольку это все-таки электронный затвор, не электронный, а механический затвор, в электронных затворах проблем нет. Там хоть там часами все выдерживай, там сколько хочешь. Ограничено только, чтобы матрицу не спалить. Поэтому плюс это электрический сигнал. А здесь все-таки шторка открывается, и поскольку магнит все-таки тянет ее, а поскольку все-таки скорости там шторки этой и одна... Сколько, кстати, минимальная выдержка на Сигме? 1250. Но поскольку и диафрагма, и шторка– это один механизм, вы знаете, кто пользовался, что можно сделать выдержку 1600 и одну 2000. Как это можно сделать? Вот. Напишите. Вы наверняка знаете, кто ДП как бы пользуется, как можно выставить такие выдержки. Потому что некоторые новички не понимают. Вот слишком яркое солнце, я еще открылся полностью, мне надо открыть, сделать, размыть передний план, но я не могу сделать короче 1250. Ну, со временем люди понимают, как это можно сделать. И, кстати, второй вопрос– это как можно сместить время с помощью коррекции. Кстати, эта же коррекция экспозиции в минус 3 ступени, она позволяет как раз Sigma FP работать с чувствительностью 6. Один из подсказок, который я нашел в описании, как раз было сказано, как это делается. Смещается в минусы, минус 3. Поэтому попробуй, Сергей, если у тебя это получится, сделай коррекцию еще минус 3, то есть еще недодержка 3 стопа. И сколько, по-твоему, будет выдержка на самом деле? То есть понимаешь, о чем, да? Мы же говорим о экспозиционном круге, да? Выдержка, чувствительность изо. Ой, диафрагма, изо и выдержка. Нам нужно уменьшить количество света. Как можем сделать? Ограничить диафрагмой. Первый способ, да? Второй способ– это сделать более длинную выдержку. И третий способ– что сделать? Сместить коррекцию еще. То есть можно еще сдвинуть на 1, 2, 3 стопа. Сколько у нас там максимально, не помню, 2 или 3. И получить еще сдвиг. То есть получить еще меньше света. То есть сдвинуть в минусы. Я это использую, когда вижу, то пересвет, для этого используем. Но в темное время это тоже можно использовать. Еще сдвинуть. То есть вы получите еще меньше света на матрицу. Вот так. Но по поводу перегрева согласен полностью. Одна из проблем именно камер с питанием– это перегрев. И, кстати, проблема перегрева в камере FP была уделена отдельно. Отсутствие вентиляторов и особая конструкция вот этой проточного воздуха, радиатор, который вынесен наружу, это, конечно, решение не революционное, но это технически очень грамотное решение. И оно позволяет камере это снимать и видео в долгом режиме, и, соответственно, не перегреваться действительно в таких суровых условиях. По этой же причине я использую вот этот L-брекет. Он из алюминия, он касается точками металлическими к основанию самой камеры, поэтому неким радиатором она тоже служит. Могу сказать, что я бы настоятельно рекомендовал после покупки вот этого аксессуара, фильтра, да, вторым это L-брекет. Плюс защита от ударов, от падения. Вы знаете, сколько эта камера летала и по асфальту, везде. Сколько она не падала, да? Я думаю, что, кстати, вот эти винтики вылетели как раз после падений. В этот раз тоже было падение. Но не критично, ничего не разбилось, ничего не сломалось. Потому что она была в L-брекете, который защищает ее. В том числе и от температурного перегрева, и от падений. Вот так сегодня. Вот такой сегодня эфир у нас, друзья.
прямой, я бы сказал. Ну, а те, кто присоединился, посмотрите, мы сегодня сделали несколько опросов, можно ли заработать на фотографии. Второе– это использование пауэрбанка в качестве питающих устройств камер для зимы, поскольку это очень актуально, и камера вымерзает, аккумуляторы литиевые тоже вымерзают. Используете ли вы такие способы? Если вы пользователь FP3, DP3 камер, знаете ли об такой возможности? И если вы не знаете, смотрите Фавионыча, спросите, почему Фавион, Фавионыч. Не только Фавион, мы говорили сегодня и о других производителях, о концерне L, куда входят Leica, Panasonic и Sigma. Кто пользуется Никоном или Canon или Fuji, особенности, как эти камеры позволяют вам заработать деньги. Масса других вопросов, которые, может быть, интересны будут для моих подписчиков нашего канала, пользователей фотографий, кто занимается файн-артом, пейзажной фотографией или стрит-фотографией. Ну и все, любые вопросы. Воскресный сегодня внезапный выпуск. Обычно мы выходим среда по средам с Файонычем, но сегодня, видите, воскресный. Я сегодня, видите, лечусь, выбиваю болезнь колом. Решил побольше поговорить, может быть, мне легче станет. Так, пока я отправляюсь за водой, напишите какой-то вопрос, который вас сейчас беспокоит по поводу фотографий. Я вышел из кадра, из сумрака. Буду делать лимонад. Буду делать лимонад. Есть у меня уже готовая жижа, которую я готовил. Посмотрите мое видео про жижу, как я готовил эту волшебную жижу, которая меня спасала. И зимние, кстати, вылазки наши жижи, это мы использовали с Павлом Мартом. Это волшебный имбирный лимонад. Мед, лимон, имбирь. Павел сегодня, наверное, работает, поэтому к нам на трансляцию почему-то не зашел. А это вот заготовка готовая. И она, кстати, защищает от всякой гадости. Это удивительно энергетически богатый напиток. Плюс вы его можете сделать сами за копейки, потому что лимоны недорого стоят, имбирь тоже можно найти. Или вырастить, кто живет на юге. Все это перетирается. Я показывал, как это делать. Посмотрите, 2 видеоролика у меня есть. А дальше вы можете делать из него лимонад, который я беру с собой в поездки или там в походы какие-то. Или можете прямо так ложкой есть. Это повышает иммунную защиту. То, что пытаются сейчас многие разрушить, мы, наоборот, ее будем воссоздавать. Кроме всего прочего, это летом очень сильно утоляет жажду хорошо, а зимой это согревает реально. Так что вот. 50% уже по поводу пауэрбанка написали. Сейчас ко мне волшебным образом голос вернется. Или, наоборот, пропадет. Давайте сделаем третий опрос. Третий опрос будет связан с, что для вас вы считаете самым удобным в качестве переноса для техники. Сейчас я его напишу. Даст он мне еще один опрос сделать? Или уже все? Что, третьего вопроса не сделать, что ли, уже? Ах, черт. Ну ладно, я напишу так. Нет, можно, почему? Ну, я напишу фототехнику, но подразумевается, что и видео тоже. Сумка, фоторюкзак.
Я ношу в руке. На шее болтается. Вот такой у меня сегодня будет вопрос к вам. Ну, а предварительные результаты опроса, интересно ли пользование Powerbank для питания фотокамер Sigma DP3? Да, 50%, нет 50%, очень неинтересно, невозможно. Ну, в общем. Ну, а следующий опрос – это в чем вы носите фототехнику? В сумке, в фоторюкзаке, я ношу на шее или я ношу в руке. Каждый из этих способов, он имеет ограничения, имеет и преимущества, и недостатки. Если говорить о фотосумках, то вы знаете, что размеры, в первую очередь. Да? Решение, я уже говорил, это компания F-Stop, это ICU-модули, так называемые, которые могут интегрироваться в любые практически пространства. Сумки, рюкзаки, там, я не знаю, там, на поясные сумки, куда угодно. Эти ICU-юниты имеют размеры от самого маленького. Кстати, в понедельник я заберу один из таких интересных новых аксессуаров от компании Stop и покажу вам. Ну, не буду забегать вперед. Второе – это в чем преимущество рюкзаков. Конечно, все помещается в отсеках, все, если говорить о рюкзаках, которые открываются с внутренней стороны, как это сделано в пик-дизайне, как это сделано в Шимоде или в F-стопе, это очень надежно, удобно и практично. Вы кладете на грязь в рюкзак, открываете в ту часть, которая у вас всегда чистая, всегда к спине. В случае, если это рюкзаки с обратной загрузкой, это недостаток, потому что вам нужно поставить рюкзак таким образом, как правило, грязь попадает на спину, потом вы это все одеваете, вся эта грязь на вас. Эти рюкзаки неудобны. Недостаток в том, что нужно снимать рюкзак, чтобы попасть к доступу. Решение есть рюкзаки-слинги, о которых я записывал видео. Это рюкзаки в том числе компании Stop, слинги серии Toyota. У других компаний есть специальные рюкзаки практически у любых брендов, но отдельно я говорил о Stop, о компании Love Pro. Значит, следующее решение на шее. На шее вы видите, показываете, что вы фотограф, соответственно, вход в какие-то места, где запрещено снимать, вам сразу закрыт. Вас первого остановят и скажут, уберите камеру. Это недостаток самый важный. В музеях, в местах, где нельзя снимать, но Фавионович, вы знаете, снимает, если нужно, очень хорошо. Плюс недостаток, вы можете уронить камеру, может зацепить за дерево, там, она у вас, может быть, ударится об кого-то или об что-то. Там. Ну, масса, пыль, грязь, все остальное. Третье решение – это специальные ремни, ну, которые пристегивают камеру, там такие варианты тоже есть, быстросъемные, выпускают масса компаний. Кстати, кто не знает, компания, старейший производитель штативов, о которых я уже говорю, Берлибах, выпускает специальную такую быстросъемную штуку. Она не дешевая, порядка 200 евро стоит. Очень быстрый съемник с аркосвит скрепежом из металла, все вручную сделано. Очень классная штука. Третье – это в руке. Я отключил мой домке ремень. Вот в таком варианте ничего не болтается, не трясется, но есть вариант все уронить. Если у вас камера без L-брекета, при падении камера может повредиться. Поэтому в руке, с одной стороны, ничего не мешает, ничего не вибрирует, но с другой стороны, если нет какого-то специального быстросъемного крепежа, есть вариант уронить камеру. Но преимущество тоже есть. Ничего лишнего, нет вибраций, нет всяких болтающихся ремней, всего остального. Быстро можно снять, переставить, и ничего не цепляет. Правда? Ой, это знак, наверное. Но я не просто так снял из домки, хотя я с собой в поездке всегда беру ремни и стараюсь их использовать. Вот такой вариант. На руке, в руке или на руке, так, на руке пристегиваешь, так, чик, такие есть специальные ремни, раз, и снимаете. Кстати, техника приема съемки именно с рук с помощью ремня. Ремень дает большое преимущество, то, что вы можете разгрузить свои руки, мышцы, когда камера особенно тяжелая, даже не очень тяжелая какая-то, с брекетом. Вы на ремень делаете более жесткую, некую конструкцию штатива, да, удержания. То есть это соперничает, и можно сказать, конкурирует с моноподами, потому что при технике контроля дыхания, которую я рассказываю, при особом состоянии человек может с рук снимать очень большие выдержки. Я Киевом снимал 1/8, резкие кадры делал на пленке. Если нормально натренированный организм, то, в принципе, снимал, можете посмотреть мои кадры, даже 1/5 секунды были резкие кадры. Понятно, что при современных очень больших
плотность тех пикселей, больших разрешений это практически невозможно сделать. Но кристально резкий, конечно, требует хороший штатив. В этой поездке в крайне, которой я использовал карбоновые штативы, я ощутил прелести перехода с алюминиевых тяжелых штативов на карбоновые. То есть я снимал на длинных выдержках, ну, там до 30 секунд. У меня были там и 30-секундные ночные съемки. И я могу сравнить в этих же местах, в близких местах, при съемке на ветру с алюминиевыми штативами. Это прирост очень сильный в качестве резкости кадров, даже без утяжелителей, потому что сам по себе вибрация этих материалов, она на голову выше. Деревянные штативы компании Берлибах еще более высокую дают защиту от вибрации за счет самого состава материала, который внутри поглощает эти вибрации. Поэтому, когда был комментарий по поводу, камера является акустическим прибором, да, камера является акустическим прибором. Она принимает звуковые волны, принимает вибрации, это все является помехой для резкого кадра. О чем еще хотел сказать? Да, по поводу штативов. По поводу головок тяжелых, жестких головок, легких материалов или, наоборот, тяжелых материалов. Поэтому здесь, кто внимательно следит за моим каналом, я много лет назад, уже 3 года назад, начал записывать мои всякие эксперименты с разными штативами, там пластмассовые штативы, там легкие, складные, ну и включая штативы из современных материалов, тяжелые штативы алюминиевые и карбон. Карбон в разных вариантах, с большим количеством плетений, с горизонтальным плетением, поперечным. Я думаю, что до деревянных штативов мы в этом году доберемся, в 22-м, в новом году. Доберемся до этих штативов. Поэтому, да, аксессуар, важный аксессуар – это штатив. И в этом плане где носить камеру? На штативе. На каком штативе? Вы, если кто смотрел мое про лахту видео, там у меня видели, я на штатив этот крепил видеокамеру, фотокамерой шел, снимал. И можно ощутить разницу в видеосъемке с таким тяжелым штативом. Он является неким стабилизатором изображения, неким тем, что дает нам более высокое качество фотосъемки. Но как это связано с деньгами? Да очень просто. Нерезкий кадр, если это не какой-то пикториализм специально сделан, нерезкий, заказчик не заплатит деньги за нерезкий кадр, как правило, если это не арт. Поэтому есть пределы, есть некий минимум, который требуется для того, чтобы снять, например, предметную съемку. Да, без специального штатива, который имеет возможность перемещать или с помощью рейлингов специальных, или с помощью вот этой штанги, которую я показывал, моем эндуро, которая позволяет вынести объект, вынести камеру над предметной съемкой. Ну, в общем, это специализированные все вещи, без них ничего не сделать. Недавно смотрел видео, там человек написал, писать видео, обзоры, да, как закрепить, взять iPhone, записать эфир. Ну, он понимает, что эфир-то можно записать, конечно, после 1000 подписчиков. В пластилин, говорит, берете пластилин, вот так вот iPhone в него втыкаете, направляете, и он там отлично, ну почему, пластилин вибрации гасит, да, ну, не каждый захочет пластилин погружать или там в сургуч, или еще во что-то, свой телефон, чтобы использовать как штатив. Но когда-то мы тоже использовали книжки, подставки, не было штативов, как-то закрепляли, я тоже, у меня когда не было штатива, я тут тоже для записи видео использовал там книжки, подставки, там, можно было так вот положить его на планшет под специальным углом, да, с кронштейном, с этим скрином, и записывать можно таким образом тоже. Так что способов много существует. Насколько они продуктивны, насколько они удобны, это вам решать всегда. Куда Фавёныч делся? Фавёныча нет. Ушел он отдыхать. Спит. Спит сегодня Фавёныч, отдыхает. Так. Ой.
Ну вот сегодня такой эфир у нас, друзья. Эфирный эфир сегодня. Да, да. Хорошо, 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 хорошо. Позвонил супруга, все, мне нужно идти, друзья. Я очень рад, что вы со мной сегодня поприсутствовали. Напишите в комментариях, что вам было интересно, что новое вы хотите увидеть. Увидимся, друзья. Всем хорошего дня, пока.